Всем привет! Да, чуть-чуть задержался, но это все из-за того, что меня немножко взбесил OBS. Глупо работает, просто отвратительно, ну как так можно? В общем, в чем суть? Кто у нас здесь? Кирару, Пеми, Кастил. Вот. В чем суть? Я думаю, что TikTok лагает. Да, уже все нормально. Это у него это беда была. Только что, но она прошла. Так вот. Мы сейчас сделаем коопные вещи. Потому что неделя уже заканчивается, мы ничего не сделали. И это плохо. Мы выполним сюжетный дейлик, мы выполним репутацию, сольем всю смолу. Салам. Так. Помогите Рудольфу. Господин Рудольф хочет преподнести подарок своей жене. Да, мы это уже делали, и, насколько я помню, это то, что вы говорили, что нужно 5 раз пройти, и все будет хорошо. Пойдемте сделаем. Я вас включу, все равно читать я это не буду, потому что мы это читали уже дважды как минимум. Вот. Поэтому господин Рудольф обойдется без чтения. Это тот чувак... стоп! Надо вспомнить. Мы дарили блюда, мы дарили из сувенирной лавки, и там еще что-то было. Нет, мы все-таки прочитаем, тогда я вас включать не буду. Мы прочитаем, что там происходит с этим Рудольфом. Чтобы такое подарить? Ты тоже ищешь что-нибудь для подарка? Ох, выбор подарка, та еще головоломка. Мне нужно подарить что-нибудь моей жене Джиллиане. Вот только ума не приложу, что именно. С подарками всегда так. Кругом полно всякой всячины, а того, что полностью подходит, не найти. Эх, ничего не могу придумать. Я бы посоветовался с горожанами, но кто из них в таком разбирается? С кем все-таки лучше посоветоваться? Так, Маджори мы делали. Как насчет торговцев фруктами? Вот, с ней не делали. Хороший охотник делали. Вэл что-нибудь может... Кто такой Вэл? Давайте Вэл, а потом мы сделаем фрукты. Потому что Вэлла я не помню. Всем привет. У него кстати, сюжетное продолжение. У него кска... Типа кста, ты хотел... Вэл, вы знакомы? Она всегда казалась мне весьма загадочной. Она точно может посоветовать что-то хорошее? Но, думаю, спросить не помешает. Только вот я не знаю, почему Джиллиана вдруг стала такой занятой, вся в хлопотах. Я ее почти не вижу. Лили ушла играть, и мне нужно подождать, пока она вернется. Не могла бы ты спросить Вэл за меня? Пойдем Поговорите с Вэл. Мне на карте показывают, что она здесь. Ты Вэл? Непонятно. А что там было написано старт 18 началось? Потому что OBS шалил немножко. Кристин, привет еще раз. Чакмейт, привет. Может мне надо выйти, я не понимаю. Давайте попробуем. Снова здрасте. Да, надо было выйти. Кто такой Вэл? Кто такая Вэл? Давайте пробежимся. Давайте я вас пока включу, чтобы вы не молчали тут. Вот сидите, как будто я вас... Вам слова не даю. Нет, все, я вас вырубаю. I'm привет. Вэл, ты кто такая? Опять проблемы решать. Насчет подарка Джиллиане. Так значит, господин Рудольф хочет преподнести подарок госпоже Джиллиане? Вот это да. Что ж, если тебе нужен подарок, то ты обратилась по адресу. Я лучше всех в выборе подарков для жителей Манштата. Дай-ка мне немного подумать. Что же лучше подарить? Рудольф, Джиллиана. Ах да, еще их дочь Лили. Книга, цветок, игрушка. Лучше все сразу. Ах да, еще нужен сюрприз. И ты не хочешь ничего взамен? Взамен? Нет, это всего лишь маленький подарок. Я была рада помочь. Не переживай, здесь нет дорогих вещей, только милые мелочи. Давай, я заверну. Только не открывай сейчас. Сюрприз должен остаться сюрпризом.
О. А вот оно и сюжетное продолжение. О, серьезно? Я молодец, получается. Чуйка, понимаешь, на квесты. Извлечь полученный эликсир? Непонятно. Так, где? Вот. Подарок, полученный от Вэл. Судя по тому, какой он тяжелый, внутри спрятано много чего. Окей, пойдемте. Без меня отмудохало, впрочем, чего нового. Кстати, блин, на самом деле в Фурине осталось 9 дней, а я ее так и не выбил. Причем мне же еще может выпасть кто попало. У меня не 100%, у меня не гарант. Ты принимаешь друзья в Геншине? А принимаю тех, кто смотрит стримчики, хотя бы пару стримов. Зато забыла оттуда 800 прямых геймов. Это хорошо. Рудольф, ты получила подарок? Получила. Что? Что-то не так? Очень легко получила. Разве это проблема? Мне нужно найти время, чтобы поблагодарить Вэл за помощь. Ладно, спасибо тебе. Подожди здесь минутку. Джиллиана сейчас как раз на работе. Пойду подарю ей это. Но она занята на работе. Стоит ли делать это сейчас? Именно потому, что она трудится, я должен вручить ей подарок прямо сейчас, чтобы она немного отвлеклась и расслабилась. Конечно, я выберу момент, когда у нее будет... ночь наступил. Твоя женщина пропала. Тебе угнали женщину, алло. Все, ты упустил свой момент. Я выберу момент, когда у нее будет немного свободного времени, и она не будет так занята. Ее нету, все. Пресс F, тупей жене. Ладно, подожди немного, я сейчас вернусь, ее нету. Он просто ушел. Господин Рудольф так заботится о госпоже Джиллиане. Кстати, мы так и не узнали, понравился ли Джиллиане наш подарок. Да и господин Рудольф никогда не дарил ей подарки при нас. Хе-хе, но мы можем воспользоваться случаем и посмотреть, как Джиллиана отреагирует в этот раз. Ей понравится, Паймон уверена. Ах, Паймон тоже хочет, чтобы кто-нибудь подарил ей подарки. Я тебя кормлю, Олу. Где она? На выходе? Так, сколько открутил? Сейчас посмотрим. Я тебе говорил, скам круги не крутит. Отстань. История. Ха-ха-ха. 30 откручено, но это невозможно, да? А как, может, мы подглядывать будем из кустиков? Вот так? Вот так. И будем томно дышать. Вот так вот. Да. Ладно, я думал, мы будем подглядывать. Рудольф. Джиллианы нет, я ж тебе говорил, она ушла. Что? Как это Джиллиана исчезла? Разве ты не сказал, что хочешь сделать ей подарок? Ты скажи еще раз, кто дал тебе этот подарок? Вэл, а что? Да, Вэл, точно. Видишь ли, Джиллиана стала очень странно вести себя после того, как открыла подарок. Она стала заикаться и говорить, что забыла сделать какое-то дело, а потом она взяла и убежала. Я звал ее, но она не ответила. Не беспокойся, это не твоя вина. Это я попросил тебя сходить за подарком. Прежде ей нравились все подарки, поэтому и в этот раз я просто отдал ей его прямо в руки. Кто знал, что так случится? Лили и Нора все еще играют на улице. Подожду, пока Лили вернется, и я попрошу Грейс посмотреть за ней. Потом пойду искать Джиллиану, выясню, что в конце концов с ней случилось. Как это случилось? Что же Вэл в конце концов дала нам? Давайте вернемся и спросим ее. Давай. Пойдемте. Ого, ты уже вернулась неожиданно быстро. Ну, господин Рудольф тоже быстрый. Это как понимать? Это что за намеки? Что ж такое ты положила в подарок? Это то, что волнует тебя больше всего? О том, что я положила в подарок, ты можешь спросить в любое время.
Но если ты не догонишь Джиллиану сейчас, то потом может быть поздно. Что ты положила? Дай-ка подумать. Где может быть госпожа Джиллиана? Я отмечу на карте. Она должна быть где-то здесь. Ладно, не смотри на меня с таким подозрением. Если ты не веришь в мои подсказки, можешь, конечно, обыскать весь Манштадт. Иди быстрее, если поторопишься, то, может быть, застанешь самое интересное. Что происходит? Что ты ей дала, мать? Ты что, с ума сошла? Всем привет. Что она ей дала? Куда идти? Это щепучий лес же. Это щепучий лес. Привет, всем привет. Так, я не буду читать чат пока, потому что вы мне заспойлерите по-любому что-нибудь. Поэтому я просто пойду делать дела. Очень интересно, что она там такого подарила, что она сбежала из города. Я уверен, что я выбрал самый короткий маршрут. По-другому никак. Не знаю, может быть что-то памятное. Но хотя нет. Она сказала игрушки, книги, что-то еще. Что могло ее так смутить, что она убежала? Не понимаю. Так, она где-то здесь. Ой. Это... Что? Это госпожа Джиллиана. Но разве она может быть заодно с этим похитителем сокровища? К тому же она, кажется, знакома с этим человеком из похитителей. Что же происходит? Говорит Пайман. Давай понаблюдаем для начала. Ага, мы можем спрятаться здесь и посмотреть. Но если Джиллиане будет угрожать опасность, то мы будем готовы прийти ей на помощь. Джиллиана, что значит ты завязала? Монашка была похитительницей сокровищ. Что? Скрудж, Макдак. Уж не задумала ли ты порвать со своими братьями? Какими? Вас было много, она одна? Признавайся честно, Джиллиана, ты точно это... Не знаю, как сказать. Когда босс нас озолотил, мы ни в чем себе не отказывали. Ты что-то уходишь... Что? Когда босс нас золотил, и мы ни в чем себе не отказывали, ты что-то уходить не спешила. Блин, предложение так странно составлено. Теперь все по-другому, и я больше не похититель сокровищ. Жесть! Хо-хо, у девочки прорезался голосок. А подкрепить это делом сможешь? Подумай как следует, Джиллиана. Босс еще не добрался до тебя только потому, что мы не сказали ему, где ты. Мы, знаешь ли, о старых друзьях не забываем. Иначе, что бы он сделал с твоим мужем и дочкой? А нрав-то у него крутой. Нет, не надо, не трогайте их. Вам ведь деньги нужны, да? Я сейчас же вам их дам. Вот, это все, что у меня есть. А сколько я вам денег принесла в прошлом? Неужели этого мало? А мелочишкой откупиться хочешь? Знаешь ли, твой побег стоил нам нескольких жирных наводок. И поэтому ты перед нами в долгу. С твоей стороны было бы очень любезно этот долг вернуть. Слыхали мы, что в соборе есть чем поживиться, так что... Нет, нельзя так оскорблять Барбатоса. Поглядите-ка, побыла немного в соборе и поверила, что стала одной из сестер. Похититель сокровищ остается таковым до конца жизни. Ты правда думала, что накопишь деньжат, умоешь руки вот так вот, порвешь с братьями и будешь жить себе поживать? Вы зашли слишком далеко. Ну все. Что ну все? Типа, ну все, я вас всех на месте порешу? Посмотри на себя, Джиллиана, ты такая же, как и прежде. Горбатого могила исправит. Признаю, боец из тебя неплохой, только вот дома у меня лежит письмо, а в нем расписаны все твои делишки. Случись со мной что, письмецо это попадет прямиком к боссу, и тогда ты никакими деньгами его не задобришь. Какая наглость! Спасибо тебе, Джиллиана, за комплимент. Хочешь, беги к рыцарям Ордофавониус, пусть они узнают, что уважаемая сестра Джиллиана на самом деле похититель сокровищ.
который прокрался в Манштадт и притворяется одной из сестер. И кто знает, что у такого с виду безобидного человека на уме творится. А твой муж с дочкой знают, чем ты промышляла. Или мне стоит им рассказать? Что? Это Пайман. Этот плохиш собирается обидеть бедняжку Джиллиану. Мы должны ей помочь. Давай. Мы не можем позволить этим плохишам уйти. Все, расход. Хорош болтать почем зря. Или ты передаешь нам сокровища из собора, или пеняй на себя. Ну все, попал ты, пацан. А что ты мне сделаешь? Джиллиана мы нашли. Ты кто? Какого дьявола ты суешь нос в чужие дела? Проваливай, или мы тебе зададим. О, подождите, теперь понятно, что Джиллиана имела в виду покончить с этим. И в крайнем случае. Хо-хо, а ты жестокая, заставила своих друзей сидеть в засаде, чтобы покончить с нами. Не на тех напали. Братья, взять их! Погнали. Погнали, пацаны. Пацаны, вы вообще не того противника выбрали. Раз-два и все. Приближается подкрепление, вообще плевать. Где? Зовите свою армию, алло. Все. Все, больше пафоса было, серьезно. Тебе нормально? Заманила! Заманила. Как вы здесь оказались? Вэл показал нам дорогу, зачем ты пришла сюда, те похитители сокровищ были. Забудьте, вы слушали наш разговор довольно долго и, думаю, догадались, что случилось. Прошу прощения, на самом деле я давно заметила вас. Вы были неподалеку, в тех зарослях. Хотя вы неплохо спрятались, вас выдали несколько деталей. Не расстраивайтесь. В конце концов, предельное внимание к окружающей обстановке естественно для меня, как для члена похитителей сокровищ. Но лишь я знала, что в зарослях скрывается какой-то человек, и сначала подумала, что это подчиненные Скруджа устроили засаду. Не ожидала, что это будете вы. Ты была в банде похитителей сокровищ, но... Трудно поверить, да? До того, как я встретилась с Рудольфом, я действительно прожигала жизнь похитителей сокровищ. Иногда я ходила в город, чтобы навести справки, иногда обманывала путников в окрестностях, иногда обыскивала руины с другими похитителями сокровищ. Мы жили свободно, но жизнь была наша пустая и бессмысленна. Мы зарабатывали и тратили, потом были вынуждены думать, где заработать еще, чтобы снова потратить. Каждый в группе похитителей сокровищ говорил, что он счастлив, но никто не мог вырваться из этого порочного круга. Так было до того, пока я не встретилась с Рудольфом и не родила Лили. Я больше не хотела быть похитительницей сокровищ, поэтому я тайно ушла от них и сбежала в Манштадт. Сестра Виктория приютила меня. Как ты познакомилась с господином Рудольфом? Ты стала одной из сестер? Как ты познакомилась? Пожалуйста, не задавайте мне этот вопрос. Как я должна вам ответить? И к тому же я и сама не очень хорошо помню подробно. Ты что, бухая была? Потом Скрудж узнал, что я сбежала в Манштадт, и он угрожал навредить Рудольфу и Лили, чтобы заставить меня заплатить ему. Я очень испугалась, поэтому согласилась ему платить. Сегодня как раз был день, когда я в очередной раз должна была отнести ему деньги. Я давно была готова к этому, но сегодня Рудольф подарил мне подарок, в котором в нем была печать похитителей сокровищ. Это был знак, что Скрудж может дотянуться до нас, что он будет управлять моей жизнью. Я поняла, что если так будет продолжаться, то я сломаюсь. Поэтому я решила прийти сюда и решить этот вопрос раз и навсегда. Я была готова ко всему, но тут появились вы. Ладно, я сказала все, что хотела. Сейчас, раз ситуация разрешилась таким образом, я, наверное, не могу вернуться в Манштадт. Похитители сокровищ не оставят меня в покое. Господин Рудольф все еще ждет твоего возвращения. Вернись и расскажи сестре Виктории. Сейчас действительно только и остается, что
исповедоваться сестре Виктории. Когда она приютила меня, она не задавала вопросов. Возможно, она до сих пор не знает, что раньше я была похитительницей сокровищ. Спасибо вам. Я скоро вернусь в Манштадт. Мне нужно уладить еще много дел. Надеюсь, она примет мою исповедь. Но такого грешника, как я... Окей. Капец. На самом деле, развязка этого ежедневного, казалось бы, квеста очень крутая. Мне супер понравилось. Прям... Я не ожидал. Ежедневки, они прикольные, сюжетные ежедневки, они прикольные. Мне не нравится то, что они повторяются иногда, но они прикольные. И вот это прям интересно и неожиданно, на самом деле. Я бы вообще не подумал, что эта монашка была посетительницей сокровищ. Может быть, немножко притянута за уши, но все равно прикольно. Ты тоже только что ушла, да и еще и в такой спешке. Ты же только что ушла, да еще и в такой спешке. Госпожа Джиллиана. Джиллиана уже вернулась. Она сказала мне, что вспомнила об одном деле, которое ей поручила сестра Виктория, и поэтому побежала его выполнять. Но мне кажется, что это странно. К тому же по возвращению она сказала, что ей нужно уладить одно дело, и опять оставила меня одного. Эх, как один подарок мог так усложнить жизнь? Однако я должен поблагодарить тебя за помощь. Пожалуйста, возьми это. Похоже, я должен быть осторожней с подарками после всего этого. Вообще ничего не поменяло. Во имя Фавония. Так, давайте посмотрим. Чудеса света. Логово воров. Найдите тайник похитителей сокровищ. Это было в прошлой серии, где мы нашли тайник, который вы помогли мне найти. Во имя Фавония. Станьте свидетелем истории Джиллианы. Очень интересно, понравилось. Прям рад. Рад, что я проходил это. Светоч пропасти. В поисках сокровищ разлома. Откройте 50 сундуков в разломе. Было, наверное. Так, разрушите башню. Все, это следующие делики. Так, что происходит здесь? Здравствуйте, Тенра. Здравствуйте, всем привет. Странно, что Розария не в курсе про нее. Ну, кстати, да, Розария же там убийца какая-то. Там половина монашек, непонятно кто. А как же слайм? Какой слайм? Вэл, получается, член похититель сокровищ именно так. Нет, почему Вэл? Ей подбросили. Я думаю, что Вэл просто подбросили этот... Хотя нет, она, получается, знала. Она тоже уверенно говорила и говорила, типа, быстрее идите туда и поймете. Вэл, получается, тоже... Либо она в теме, либо она тоже была похитительницей сокровищ. Не знаю. А Розария лишь бы винишко в баре побухать, какие монашки. Раскопов постанова организовала. Да, может быть. Почти 55 ранг, кстати, да. Да, осталось чуть-чуть. А я перешла из ТТ сюда. Я Джо, если что. Окей. Все, без проблем. Тогда добавляйся, отправь мне в заявку друзей, я тебя приму. Кем... Там был слайм. Вэл намекала, что надо бежать туда. Да, Вэл очень странно себя вела и говорила об этом, поэтому, скорее всего, она косвенно это понимала, либо напрямую. Вэл — главный осведомитель Манштадта. Вот это уже бан за такие вещи. Если я могу это узнать без каких-то внесюжетных, внеигровых дел, то за это бан. Так, Селена Лэб, привет. Тенра, сколько у тебя достижений открыто уже полностью? Я не знаю, можно посмотреть? Достижения. Достижений выполнено 323 достижения у меня. Тебе это говорили в начальных квестов с Кей, алло. Серьезно? Мы хорошие, мы не спойлерим. Отправила. Ты отправила. Ты молодец. Джой. Принять. Есть контакт. Вэл нигде не фигурирует, вроде как, кроме в Дейлике. Ага, Эндрюс против Кристины. Давайте, го драться. Так, давайте.
Смотрите, о чем я говорил. Мы прошли дейлик. Пожалуйста, прекрати разговаривать. Прекрати. Мы прошли сюжетный дейлик. Сейчас мы выполним активности коопные. Я думаю, я сейчас пока пройду соло-активности. Пока кто хочет зайти, готовьтесь. Если есть желание побить боссов и данжики, заходите в игру. Кто успеет, тот успеет. Тут я уже не виноват. Мадраме Хякубей. А, это вы с возвращением. В последнее время в комиссию Яшеру поступило много поручений. Вы не могли бы взглянуть? Так, своей работой вы помогли многим людям. Мы будем рассчитывать на вас и в будущем. Большое вам спасибо. Да, мы не проходили. Давайте сначала просьбы жителей. Не понял, два одинаковых... А, нет. Нужна помощь. Кайраги раскрывают... О, рыскают по всему острову и доставляют... А, нет, это мы читали. Нужна помощь. Эти непоседливые бродяги всегда возвращаются. Это мы читали. Ума не приложу. Почему любимый до сих пор не написал мне? Он отправился в Канадзуку... Канадзуку... Не Канадзуху? Канадзуку, чтобы записаться в армию, и с тех пор от него нет вестей, жив ли он еще или нет. Даже думать страшно. Не мог бы кто-нибудь собрать для меня 5 цветков сакуры? Надеюсь, сакура отнесет... А, мы это делали, мы читали это тоже. Окей, тогда даже не будем париться. Добыл же квест, где мы следили за осведомителем леса Кая. Эндрюс говорит, Тенра все забыл, а теперь гонит на чатик. Не-не-не, тогда баним Эндрюса, а Кристине лайк на районе, вот и все. Тенра, ты сегодня буквально все читаешь? Я всегда все читаю. Когда я не все читал, прекрати. Мы на прошлом стриме просто с пацаном каким-то общались. Потому что мы любим читать, нам интересно сюжет, все дела. Поехали. Эндрюс говорит, а мень что за ше, Ола? Так, ты ввел в заблуждение, Ола. Тебя Кристина сейчас забананит и все. Будешь знать. Что-то как-то Инадзума мне снова нравится. Заскучал чуть-чуть. Очень красочный. Говорит Тенра, ты не думал озвучить книгу? Нет, ты что? Я же как попало читаю. Говорит, я постоянно запоминаю. Запинаюсь. Эндрюс говорит, я? Да. Никого я никуда не водил. Водил. Алоэ. Я почувствовал. Алоэ. Алоэ, я почувствовал твое алоэ. Сюжету сейчас вы на дзуме. Да. Кристиан говорит, банана. Банан 2. Хац, да. Так, -1 дурачок. Теперь чем? На Талифелове говорит, и Надзуму сюжет и Зейль Райден уже прошли. Да. Ну, основной сюжет, я так понял, мы прошли, у нас остались побочные квесты. Я отлучусь на 20, голову помыть надо. Давай. Ой, я помню эту хижину, там внутри данжик. Который был не понял. Это кто? Это человек? Мелкий, а ты что тут делаешь? Алло. А, малыш Куджирай, это же тот, кто Томото прячет, нет? Тенра, хочешь сыграть? А, Темари, простите. В Темари. Кидос говорит, с ним играть надо. Давай сыграем. Кристиан Тиай говорит, Людочка там глаза лишилась. Да, минус глаз Людочки. Подожди, не Людочки же. А как их искать, я забыл. Их просто искать? Что-то я забыл вообще всю чат. То ли от них звук был, то ли чё. Кедуасша говорит, сверху метры написаны. Сверху метры? А, все. Кристиан говорит, ой, не дочки. Да, другой жрец. Да. Ну, не... Еплай говорит, расстояние вверху пишет. Все. Поехали. Подожди, он рандомно появляется? Это что? Это оно? А, все, один всего. Ты такой слабый, оказывается. На Талифелове говорит, по метрам ориентируйся.
Кедуасша говорит, их 3. Кристран Тиай говорит, нет, 3 места фиксированных. Ой, а теперь далеко. А он вообще законно Эндрюс поступает, говорит, что вообще так по 3 прячет? раза, сложность им каждый раз растет. Вот теперь сложно, теперь чувствую. Я, походу, еще не туда пошел. А, вон, вижу. Чего ты прекрати? Я видел. Нечестно. А, блин, а я их могу с горы увидеть? Или они появляются только когда я подхожу рядом? Мелкий засранец, посмотри. Да какого боя? Никакого боя нету. Все. Ой, пацаны, отстаньте от меня. Кристран Тиай говорит, как только активировал, они на месте уже. Эндрюс говорит, если ты посмотрел на скалу, увидишь там Трайфейс. Ну, давайте попробуем. А, вон вижу, да, реально появилась сразу. Еплай говорит, давайте сначала проще вон туда. зачистить окружение, чтобы мобы не мешали. Да, они... Фигня. Так. Один раз я выполню, потому что мы никогда 3 раза не выполняли. Время кончается. Я думал, у меня как бы в запасе есть время. Беги. Ух, какой. Вот засранец. А хорош. Еплай говорит, фигня до тех пор, пока тебя во время ползания со скалы не сброят снаряды. Да. Ой, блин, пацаны, вы такие Кристран Тиай нудные говорит, вообще. получишь сундук, дюк-дюк. Сундук? Сундук это хорошо. Пацаны, собирайтесь в круг. 50 тысяч крита. Туда этих. Так, вкусняхи. Как всегда. Дани Ярши Марденаов говорит, пацаки так сильно хотят, чтобы их избили. Мазохисты на Чиоры так не налетели. хотят отпускать, точка ждут палку. Эндрюс говорит, ахахах, чел в палатке тебя просто стоит и взглядом пилит. Какой? А. Так. Давай. 69 метров. У, какой шалун. Малой ты шалун. Куда? Почему он так странно работает? А, там дырочка была, да? Скажите, что там дырочка была. По-любому там была дырочка. Ой, засранец мелкий, а. А, мне само, вернее. Вот сюда, наверное, надо было, да? Да, вон туда, все понял. Поехали. Сейчас я тебя сделаю. Дани Ярши Марденаов говорит, Тенра сразу чует Ну, дырочку. конечно, как иначе. Вон он. Все. Изи-пизи. Все. О, мне достижение дали. Назару Айти Драгоценный говорит, сундук. а почему не играешь на сетлоле? Она мне не вкачана. Тенра, у тебя очень хорошо получается. Подожди. Ты даже справилась с моим искусством Куджирай. Темари Джутсу. Пока. Что? Если увидишь моих братьев или сестер, передай привет. А вот это что такое? Испытание Темари. Разместить Темари. Установить Темари. Куда установить? Испытание Темари. Здесь готовится игра Темари. Не понял, ладно, мы не будем терять время. Какие секунды? А, я что-то должен был сделать. Тамаре в безопасное место. А я могу здесь оставить ее? Вот здесь. Безопасное место? Нет. Ну и ладно.
Это копная забава. Понял. Все. Я пришел, кажется, по твою душу. Без обид. Ой, как вас много, а я одна. Я же одна. Вы что, пацаны? Никакой совести нет. Вас так много, серьезно. Вы, кстати, видели, заметили, что Чиори, когда ультует, она в разные стороны смотрит. Она может слева направо смотреть, либо справа налево. Я это только заметил. Пацаны, а у вас есть сундук, пока я здесь? Нет, я уже, походу, здесь собирал. Окей, Джей. Так, куда мы идем дальше? Вот сюда. Поехали. А вот сюда могу телепортироваться? Могу. О! Это не туда пришел. Но здесь тоже неплохо. Дед, давай. Кристен Тиай говорит, это Крайден. Да. Ба-ба-ба. Эй. Хорошо, нам туда наверх. Назар Уайти говорит, ты же отдыхаешь от Инадзумы. Да, ну это этот же еженедельный репутация. Так, я это не читаю, потому что мы это читали, и, если честно, это... Вот... Что? Серьезно? А, ну потому что, блин, аж собирается неприятно. Ладно. Пошли собирать, что ж поделать. Яньфэй, без обид. Кстати, а... Ты, она бьет обычные атаки, у нее электрические? Нет. А, вот так вот будет хорошо, да? Хоп, и могу собрать. Идеально. Идеально. Шинобу просто огонь. Слезь, прекрати. И у нее уже ешка откатилась. Идеально. Это же прям супер, чтобы собирать сакуру. Одобряю. В храме соберешь все. Почему у тебя персонаж светится, ну типа... Не понял. Светится персонаж? Ты о чем говоришь? Ух ты. Я вот эти штуки недавно купил за этот. А меня ударит током в воде? Фелови говорит, это супер, чтобы бутоны лопать. Ай. Ай, меня бьет в воде. Как-то не очень. Назар Уайти говорит, там около рюкзака. Около рюкзака. А, этот? Ты про это? Я не знаю. А, у меня новые персонажи. Шарлотта, точно. Шарлотта, здравствуйте. Кстати, она мне нравится. Давайте ее качать. Она мне визуально нравится. Она опять где-нибудь в заднице прокачивается, да? Милота. Да, вот это я вижу, это я понимаю, что это Сумиру. Фонтейн. Еблай говорит, она из Фонтейна. Удачи прокачать. Ну, он уже близко. Мы его уже говорит, понюхали, мы уже потрогали. Так что да. Мы его потрогали, поэтому Фелови не говорит важно. в Фонтейне. Мы потрогали ее. Так, у нас есть круточка, мы будем крутить. Ой, не туда. Молитва. У нас есть круточка, мы будем крутить. Угу. Нас кинули. Нас, как всегда, кинули. Опрокинули. Клятва стрелка нам выпала. Достижение. Еплай говорит, а копить 10 как же? Не-не, это же про Эндрюс говорит, у тебя основные. и Надзума, и Сумеру впереди. Близко говорит Ахаха. Через годик, дай бог, дойдешь. Отстань. Искусство Куджирай. Тамари Джутсу. Сыграйте в игру Темари с малышом Куджираем. Было дело. Только что. Так, кстати, чатик, мне дали функцию фоткать через ешку Шарлотты. Теперь мешает. Как убрать? Не знаю. Почему бы не собрать рисы в коопе? Не-не, у меня поворует все. Я вас, засранцев, знаю. Я вроде собрал 5. Давай дружить. Да вот. Блин, ну серьезно. Эндрюс говорит, вообще чё? Ты уже в Фонтейне был, так что Да. можно ты пешки у боссов открыть и качать.
Назару IT говорит, давай делать сюжет, чтобы быстрее в Фонтейн попасть. Да Крайм, все лорды блин. Крайм Фейс. Вы Наталья такие Феллови говорит, умные. в инвентаре, в инструментах отключить камеру можно. Нойзи Факс говорит, Кристен Ти, тебе надо в инвентаре убрать особый объектив. Вот. Люди знающие подъехали. Так, ты. Кристен Ти Не говорит, понял. Фокс, Один? мерси. Ладно. Шиноба такая классная. Ладно. Не туда. Надо ее убрать. Но Шинобу мне прям нравится. Если сравнить Янфэй и Шинобу, Шинобу Даниэль прям топ. Марденаов говорит, я проресы для прокачки персонажей. Зайти кому-то и у него убить босса и так далее. Да, я так делал, Назару IT говорит, почти им 55 ранг ей. Ну что, да, мы сейчас ранг поднимем. Давайте. Я открываю кооп и погнали. Открываю и погнали. Сделаю. Какой? В смысле? Китик, прекрати. А почему у меня... Я же запрещал. Ладно. Кирару. Быстрые пальчики, вот они появились. Сейчас. Все, давайте. Ти говорит, ну я жмикнув. Раз, два, три. Свободный ход. Кто войдет в меня первым? Япи, Чернов и Кирару. Япи, Чернов, Кирару. Здравствуйте, Чернов, у вас мало хп. Хоп-хоп-хоп. Ой, вы меня будете хилить полностью, да? Кристен Ти Всё, говорит, погнали. да, блин, у меня залагал. Бывает. Геншин подставил, получается. Поехали. Кого репутация? Даниэль Марденаов говорит, это буллинг фуринами. Принять заказ. Посмотреть карту. Поехали. Будем драться. Эндрюс говорит, и орликинами. Нойзи Кстати, Факс меня же говорит, кем-то правильно, долбили. ребят, берите фурин, туда его. В смысле? А почему? Что, это плохо? Я не понимаю. Фурин же хилит. Или то, что они дамаг не будут наносить? Тихо. Риви говорит, приветик. Приветик, Риви. О, приехали на своем мотоцикле. Ай-яй. Риви говорит, тик отлетел. Тик нет, работает. Как-то ты меня не видишь в ТикТоке? Нойзи Факс говорит, у фурина урон больше, чем у Чиари. К слову. А я тогда не Эндрюс понимаю, говорит, о чем вы пусть говорите. Сич берет в руки Сигну Мидзуки и хилит фурин. Так, возвращаемся куда? Вот сюда. Имени Комиссато. На своем большом красном мотоцикле. Так, собрать. О, 7 уровень. Здравствуйте, 7 уровень. Кстати, нам нужно уже скоро будет качать следующий город. Что дают? Эмблема Райден. Краб в масле. Крылышки хочется. Крылышки-то хочется. Нойзи Факс говорит, да не скоро, тут уже 10 уровней. Риви говорит, тик с озвучки отлетел. Наталья Серьезно? Феллови говорит, а следующий после сюжета простите, только откроется. ТикТок. Сейчас я сделаю. Назару IT говорит, нам нужен... Нам нужен 55 ранг. ТикТок, живи. ТикТок, оживи. Скажи, что ты жив больше, чем мертв. Блин, я не знаю. А, вот ожил. Все, ТикТок жив. Больше, чем мертв. По крайней мере, сейчас.
А, его же еще включить надо. Так, все, вот этот быстрый был, пацан. Предыдущий был не очень. Поехали. Это, получается, сейчас последний будет? Какие C6 фурины? Там Кирару ругается на кого-то. У кого C6 фурины? Собрать награды. Поехали. Так. Ю, спасибо, кстати, за подарочек, если ты еще здесь. Noisy Fax говорит Кристрантиай, найди Но в какой инвентаре ценой? этот зум-объектив и нажми А, выключить. Япи. Натали Фелови говорит у меня, но я не с вами. У Япи тоже, Эндрюс походу, говорит, к C6. сожалению, не у меня. Достри, пока ток добил. А у меня Рамилис 0. Храйзерн говорит, да, Чатик. твоя проверка прошла успешно, все. Все успешно, Уин хорошо. говорит, привет, добрый дядя. Здрасте. Noisy Fax Здравствуйте. говорит, он работает даже без нахождения в слоте. Кристрантиай говорит Фокс, ага, все, разобралась. Все. Так, давайте мы сейчас пока решим, на кого мы будем выбивать артефакты. И на кого-то мы выбивали, но я уже все забыл. Понимаете? Риви говорит, а что-то читали вообще? Я все пропустила. Еще нет. Noisy Fax говорит Кристрантиай. Стримчик, может быть, будет Юготас. чуть-чуть подольше. Можно и надзумские квесты им можно просто попроходить потом. Ладно, давайте мы решим, кого мы сейчас... Почему у меня... ну да. Ой, кстати, неплохо. Можно попробовать? Дани Аршей Марденауф говорит, у меня с 2 для фуры делюк заскамил, а сейчас 60 откручены. Фачери драпиес. Намелис Храйзерн говорит, сегодня лень в YouTube заходит. 55 Назар ранг? Нет. Уайти говорит, а 55 ранг. Плидинг фейс. Сегодня лень в YouTube заходить. Ну, значит, не заходи. Так, ладно. Кого мы идем? Ба-ба-ба-ба-ба. Что у нас есть? Кого мы качали? Кого мы качали? Таланты. Вот здесь можно 10 апнуть. Корона у нас есть. Рыбки Аждаха падает. И вот эти штуки суббота-воскресенье, сегодня воскресенье. Можем подоставать. Давайте и 10 вкачаем. Назар Уайти говорит Ярофей. Вот. Риви говорит, стрим подольше и не в долг. Что за праздник? Ну так вот. Noisy Fax говорит, не тратил бы ты корону. У меня их 4. Я одну потрачу. Ну прокачай 10. 10 же это последняя, она будет вообще прям пушка-бомба. Нет? Кристрантиай говорит, да, у тебя всего 4. А, на всю игру? Натали Фелови говорит, у меня теперь Фурина с цаплей от планжей играет. Давайте так, я еще хочу вкачать Шинобу. Noisy Fax говорит, всего 4. А сколько персов? У меня на всю Дани игру их Аршей 4. Марденауф говорит, короны в игре очень мало будет. Опа, на чё? Опа, на чё? Мы Намелис можем начать Храйзерн качать говорит, ее. когда на другом стриме не пропускает сообщение, я просто пишу на китайском роллинг on the flower laughing. Такое себе. Чатик. Мы можем вот эту Дани прокачать Яршей сейчас ее. Марденауф говорит, но я сам Янке десятки дал. Noisy Fax говорит, ты получаешь 2 короны в патч в среднем. Серьезно? Эндрюс Давайте говорит, сходим. А ты не знал? Что не знал? Про короны? Нет, я вообще первый раз слышу. Я вообще не знал, что это какой-то ценный ресурс. Я даже не понимал, откуда они у меня берутся. Поэтому извините. Noisy Или на Fax вниз. говорит, у Чари навык и ульт 10. Если нет, уже минус 2 короны. Андрей говорит, печенька. Печенька. Эндрюс О, говорит кажется, я про не туда. Я не туда пошел. Там по мосту надо было. Про куки... Что не знал про куки? Я не вижу твоих сообщений других. Или ты что-то в контексте сказал, но контекст уже прошел, поэтому я не понимаю. Напиши полностью.
Я хочу Куки прокачать. Я могу ее засунуть в отряд, потому что она хилер плюс электро, плюс она же еще делает... А как туда попасть? Я еще не могу туда попасть, серьезно? Эндрюс говорит, до босса надо идти через неоткрытую область. Нет, я могу пройти через неоткрытую область, но могу ли я пройти туда? Ух ты, пацаны. Понка говорит, Трова живой. Да. На Талифелове говорит, Куки панахиды в пачку очень важно. Эндрюс говорит, да сможешь, карта везде открыта. На Мелис Храйзерн говорит, на колени, на колени. Понка говорит F. Кристерн Тиай говорит, дурацкая красиво упал. стамина. Ли говорит, Мау, извиняюсь за опоздание. Здрасте. Весь Как день ваши дела? занята была. Все хорошо, дела важнее. Мы в ту дырочку могу пройти, если там дырочка. Кристерн Тиай говорит, ну вот пусть Фурина хилит. А вот где Фурина? Почему Ли она не говорит, хилила? как я вовремя. Что такое? Беги, 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 беги. А, мы здесь были, здесь же тупик. Да, вот здесь был сундук. Не туда. Ой, ой, спасибо, спасибо, спасибо. Да не якший Марденауф говорит уф, тут же кооп у нас. От Нахиды в разломе чуть не офигел, думал я пропустил сюжет с ней. На Мелис Куда? Храйзен говорит, Кто-то никаких может дырочек. показать? Кто-то? Эндрюс Куда говорит, идти? в Япи, обход. Япи, ты же задрот. Покажи по Ли дорогу, я с говорит, тобой пойду. рассказывайте, как делишки, как поживаете. Да все нормально. Я не помню как. Кирару не помнит. Япи. Где он? Он какой? Он второй плеер. Так он рядом? Куда ты пошел? А, блин, там же часть сюжета у меня Кристерн Тиай сейчас. говорит, а я бы была, показала бы, Ли. Ты бы показала, а не вот эти вот бездельники. Блин. Ой, в какашку наступил. Это то, что у нас сейчас по сюжету, да? Привет. Да, 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 это сюжетное место. Мы вот на прошлом стриме здесь закончили. Да? Распугал мне всех бабочек. Убил бабочку. Прости, бабочка. Ли, спасибо. Аригато. Гремучки. Так, тихо. Во-первых, вот это. Во-вторых, вон Арина то. говорит, как делишки, у тебя как дела, у тебя дома не украли бабки? Еплай Нет. говорит, у тебя не пройти, кажется. Серьезно? Эндрюс говорит, Ладно. надо найти телепорт в центре. От телепорта есть проход сверху. Смотрите, какой там дядька стоит. Еплай говорит, я точно не помню, но, по-моему, Всё, тут ладно. спуск должен 5 Не, все. Это Ли затягивается, говорит, это долго и остается пережить неприятно. завтра, и потом выступление Фейс. На Мелис Выступление, Храйзен да. говорит, я уже давно перестал Самое играть важное. в Стенрой, не знаю, по какой причине так получилось. Понка говорит, Трова Такое лучший. бывает. Давайте вкачаем тогда другого. Давайте ее вкачаем. А, мы же ее тоже не вкачаем. Хотя ее можно, скорее всего. Ей же вот эти шестеренки нужны. О, нет. Почему у меня все персонажи булят? Куки не можем. Какой у нас был отряд? У Нойзи меня Факс говорит, скок тебе до 55. полшишечки. Там буквально, не знаю, пару сундуков открыть и все. Или давайте что сделаем? Давайте просто пару сундуков откроем. Здесь же миллион сундуков. Ты хочешь, чтобы я в кого-нибудь вошел? Ли говорит, все булят, ужас какой. Да не говори. Нойзи Факс говорит, Викли боссов сделал. А, точно, не делал. Поехали. Поехали. Да блин, что ж так неудобно. На Мелис Храйзерн говорит, с ТикТоком творятся странные вещи. Какие? Вот сюда. Нойзи Факс говорит, сделай Викли, возьми 55 и войди я в Кирару. Войти в Кирару? Нойзи Факс говорит, качай Сетлали. Понял. Согласен. А она же мне ни в какой отряд не лезет, мне на хиду Ли надо. говорит, делаю теперь ленивые роллы в духовке. О, это вкусно. Наверное.
Так, нам же сюда, вот сюда. Пойдемте. Кристран Тиай говорит, а зачем ты ходишь и на волка и торта? Тебе нужны разве ресурсы с них? Я не И знаю. тратишь попытки за 30 смолы. Я не знаю, я человек простой. Нойзи Факс говорит, ну ты пока определись, а то у тебя то команда с Ситлали, то с Нахидой. Кирару говорит, Я какой там- войти в Кирару. Ну, так вышло. Точнее, вошло. Мне нужно по-любому Нахиду качнуть, потому что Нахида на самом деле прикольная. Она, Ли я говорит, так понимаю, должно во быть много вкусно. команд может С войти. сыром и рисом смайл улыбка. Кристран Тиай говорит, Приятного лучше на аппетита. Райден и Аждаху. Райден и Аждаху. Ну, давайте сходим сейчас вот его, Райден и Аждаху. Я же не против Оло. Сбежал собака. Кристран Тиай говорит, убей, но не собирай просто. Тоже защищается КСТ. Эндрюс говорит, чтобы открыть змея, надо выполнить задание начала исследования глубин. и Я же записи о вернулся, путешествии прекрати. вглубь разлома. Геншина зависимый говорит, эх, я опоздал. Чуть-чуть опоздал, да. О, я прервал кат-сцену, я научился прерывать кат-сцену, ура. Куки плюс гидроперы уже комфортная пачка бутонов. Это удобно было. Так, Нахида, Куки, Гидра. Все, да. Куки прямо сейчас не можем качать, но мы уже по сюжету сейчас дойдем на следующем стримчике. Вот, все, 55-й. Шанс крит попадания, защита сил атаки, крит урон. Неплохо же. Смотрите, чат, он же неплохой. Нет? Сила атаки, крит урон, крит попадания в основном стате. Нойзи Факс говорит, что Нахида, что Ситлали хорошо играют, но в разных командах. Нахида больше с Электро и Гидра. Ситлали с Пира и Гидра, Анимо. Ну вот, это для как Эндрюс раз говорит, для ну, Шинобу. Аша, когда можно на собес по майну? Когда Даниэль будут проводить Шимарденаов HDI. говорит блокой. Топ. Этот. Кирару говорит залочь. Залокал. Где Геншина Райден? зависимый говорит, о, хорошо. Где Райден? Вот Еплай здесь? говорит, Где? да, Вот здесь отличный Райден, да? арт. Вот здесь Кирару Райден. говорит, ой, простите. Кричишь? Вот это, да? Да. Тут же не надо вам показывать противников. А зачем мне Райден? Мне нужна, да? Эндрюс говорит, оке, жду, намекните потом, когда. Я тебе напишу после стрима. Нойзи Факс говорит, Нахида Шинобу Сиджвин Мона. Так можно. Нахида Шинобу Сиджвин Мона. Идеально. Можно Мону Кристран только Тиа замените, говорит, пожалуйста. Посмотри, кто нужен. Даниэль Шимарденаов говорит, тут не забудьте взять электроперса. А зачем? А кто у нас электро? У нас нет электро. Где она? Ай-яй. Даниэль Шимарденаов говорит, а минус Сульфи Райдена. Нойзи Факс говорит, хорошо, Нахида Шинобу Сиджвин Фурина замени. А Фурина нет. Ну я постараюсь ее выбить, конечно. Как хорошо, что вы меня хилите. Просто я как всегда меня хилит. Просто персональный бодигвард. Все. Больше переживали. Что дают? Защита, ХП, мастерство стихий. Ну, такое. Даниэль Шимарденаов говорит, забулили Райдена. Райден. Так, и что мне еще? Наталья Что сказали говорит, еще? Мону можно на Барбару, но Мона получше. Какой еще босс? Еще кого-то... Аждаху. Где Аждаха? А где Аждаха? Он же вот здесь где-то? Зайринаш говорит, б-б-б-б-б-б. Ба-ба-ба-ба. Шу-шу. Поехали. Два пира.
Че, может мне кого-нибудь взять? Да у меня никого нету, алло. Я могу взять деда, чтобы себя защищать. Максимум, на что я способен. Беда? Беда. Просыпайся, давай, старый. У тебя тут палки деда Натали повсюду. Келлови говорит, а еще лучше представить, что Синцу девочка и ее. Какая ты хитренькая. よくも私を紅に染まって散りなさい Аждаха собирает плоть, поглотить силу Гидра. Калкайсера говорит БББ привет. センスのないやつ Прыгай! Как прыгать? Что? Как от этого уворачиваться? Никак? Шифтом как будто бы не работало. Тогда непонятно. 私が整理する Чат, я не понимаю. Я шифтом пробовал. Мне в прошлый раз говорили, что шифтом можно уворачиваться от его ударов, но я только что попробовал. Может быть, я в тайминг не попал, но как будто бы я все сделал профессионально. Нет? Бейгруши ломай. У кого там по 100 тысяч урон? Ну как? センスのないやつ Вот. Shift. Shift. А, нет, работает. Все окей. Все, я сделал. Я все просрал и тут. Кричи. Да, я просрал и тут. Натали говорит, это Куринус 6 там старается. Хвост бить? Бить? Не бьется. О, я отъеду! Выходи, собака. Дани Якши Вытащил свою Мартинов палку и говорит, сидит да, довольный. он. Эндлис говорит, до сих пор понять не могу. Зачем вы его закликиваете в фазе неуязвимости? Я не знаю, я Бежишь человек подальше простой. надо ж. Так я не понимаю. Дани Якши Марденауф говорит, ХП, бедный крит Аждаха. урон, сила атаки, защита. Нойзи Факс говорит, Эндлис, у самурая нет цели. Только путь. Только путь. Ну шо? Кристром Тиай говорит, растворитель, мне уже 2 недели не падает. Лак. Какой растворитель? Что такое растворитель? Опять же, я не знаю, я не понимаю. Все получается, да? Ежедневных мы выполнили. Теперь мы идем на Хида. Возвысить. 40 Эндлис говорит, уровень. он трансформируется 2 раза, входит в режим неуязвимости и долбит по земле. Надо в это время бежать подальше. Понял. Подождите, а я Кирилл апнул? говорит, Все, понимаю, 55-й. Кристо, Уровень мира тоже 8. мучаюсь. Теперь я могу войти в Нойзи Факс Кирару. говорит, можешь теперь у Кирару на Безупречное качать. суждение. Сбивайте только реального противника. О, я не знаю. Я Кристром сделал. Тиай говорит, растворитель нужен, чтобы превратить один ресурс в другой, если не то... А, фосфор. храбрость перед лицом молнии. говорит, Одолеть меня всего на выйти. райден в совместном режиме. Все. Не могу. Тапка Так, говорит, привет. Я вас выгоняю. Привет. Спасибо большое. Япи, Чернов и Кирару. Чернов, Натали блин, Фелли я... говорит, Пожалуйста. растворители на дракона с натланом убил для мамы Можно? и сыновей. Напомните. Кристина, Тапка это ты, говорит, Чернов? какой Или... ранг? Я забыл, кто из вас. 55-й. Только что апнул 55-й ранг. Кто Чернов? Я помню, что это девушка. Несмотря на то, что фамилия. 突っ立ったま Кирару ま говорит, Геншин я- зависимый? ないのなら Отстань. いっそ私のモデНет,ル это に Китти. Тиай говорит, нет, я Кити 綺麗な Квистерс服を of デザイ Joy. ンしてあげるわ Тапка говорит, у меня 50. Кто Чернов? Отпишись. Ты молодец, ты задрот, получается. Я забыл, но отпишитесь, пожалуйста. Я кикнул. Это Сергей. Сергей Чернов говорит, это Сергей. А, все. Я Кристром почему Тиай думал, говорит, что... Сергей вроде не.
Не-не, ладно. Я потому что думал, что это кто-то другой, что это девушка под таким ником. Оказывается, это Сергей. Сергей, здравствуйте. Спасибо. Спасибо за помощь, Сергей Чернов, Говорит, да Япи перестала и играть Кирару. особо сейчас. Запретить вход. Уходите. Спасибо. Кирару, ты готова? Скажи мне, пожалуйста, ты готова? Потому что я готов. Так, сейчас я быстренько соберу награды. Входите все в Кирару. Получается, они же теперь через меня не смогут попасть. Им нужно войти в Кирару, чтобы они смогли... Чтобы мы Понка могли говорит, в вместе. меня войди фейс. Не могу. Маленькая. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Гильдия благодарит тебя за выполненное поручение. Вот твоя награда. Спасибо. Спасибо, Катерина Ай, Мать. говорит Кирару, да Юит. Я могу показать ее Эдди. О, смотрите, что нам надавали. Молодцы какие. Так, сейчас я покажу Кирару. Сейчас я покажу ее Эдди, чтобы вы все в нее зашли и сказали Кирару: здравствуйте. Как ваши дела? Повтор. Смотрите. Зари Нэш говорит, о чем вы лишь тайно Друзья. скажет мне об этом. Кирару. Говорит, в меня Фокс Посмотреть. уже вошел. Вот и ее Даниэль Эдди. Марденаов говорит, читаем лор. 7, но 1, всё ещё не 6. начали читать. Ах, блин, надо будет переименовать, наверное, стрим. Потому что уже час прошел. 7, 1, 6, 8, 7, 8, 2, 6, 2. Я не могу скопировать его? Не могу. Ну, давайте я напишу вот так вот. 7, 1, 6, 8, 7, 8, 2, 6, 2. Вот, я вам поспамлю вот сюда. Я не знаю, поспамьте, пожалуйста, в чат. Тенра говорит 716878. Поспамьте в чат Ютуба ее ID. Тенра говорит 716878. Капец, я стал взрослый. Теперь я могу входить в других людей. 716878. Забаньте Тенру за то, что он спамит. Что за дела? Офигеть! Ой, у меня аж залагало. Кирару говорит, вы чё? Даниэль Марденауф говорит, так вроде по нику можно искать. Нойзи Факс говорит тебе вниз Тенра. Все, понял. Милолика Бейли говорит здравствуйте. Здрасте. Кайф, тут вот так перемещаться, немножко медленно, но стамина не расходуется. А мы идем на хиду качать, да? Скажите честно. Серьезно, у меня локация, походу, прогружается и из-за этого подлагивает. Кубик. А мы пойдем кубик бить? Ой. Натали Фелови говорит, Дендра бы взяли. Я не знаю, я просто пошел драться. Эндрюс говорит, вот тебе и почитушки ахаха. Ну блин, я забыл, что смола. Говорит, тут вроде нужен Дендра Перс. Без него никак? Чтобы победить Дендра, нужен Дендра? Когда его бить можно? О, можно. А вон Нахида есть. Катока говорит, у меня проблема на аккаунте, что у меня недостаточно материалов для прокачки. В уровень маленький, сюжетку проходить не могу. Нет, сюжетку ты точно пройти можешь. Типа, я могу без проблем сюжетку проходить, несмотря на то, что у меня персонажи не вкачаны, поэтому, мне кажется, ты не обманываешь. Чё, бить? Не, как будто нет. Натали Фелови говорит, нужно делать побочные квесты, собирать квесты. Да. Просто побочные квесты делай, не основной сюжет, а побочный. Их там миллион. И у тебя все будет хорошо. Берем. ХП, защита восстановлена фигня, да? Ох, сколько много сразу. Так, где Нахида? Возвысить. Цветочки нужны. А вот этих нужно много будет? Может, мы сразу наберем их? И потом цветочки горы Сумеру. Ой, ну, кстати, это рядом. Вот на разлом, вот Сумеру. Оказывается. Натали Фелови говорит чистить карту и делать делики. Так, нам надо уйти, Нойзи да, Факс отсюда? говорит, да, много, шутк 40.
Зайрин 40? говорит, кто прочитал это сообщение, тот пикми. Тут так красиво. Роль on the flower laughing. Получается, я Кристен пикни. Тиай говорит, там блок на ранг и сюжет недоступен. Не, побочные квесты, どう побочные. トレンドを広げればいいのか全く想像がつかないわ。 А, это... Ой, это не ты спрашиваешь. Как подлагивает. Блин, так интересно посмотреть эту локацию на самом деле. Ю говорит, уже можно не уходить. Нет, это нужно уходить, если не все собрали награды. Если ты в пати и кто-то не соберет награду, он не исчезнет. Только в соло это работает. Ну, либо если все собирают награду. Это уже проверенная фигня. Как быстро? Что? Что вы наделали? Это что такое было? Бедный гипостазис, серьезно. Мне его это жалко стало. 痛くしちゃうかも。いや А, его надо дендробить, чтобы вот эта фигня заполнилась, понял? Вот это было, конечно, быстро. Сила атаки, защита, сила атаки, крит, урон, хп. Даниэль Шеймарденауф говорит, Средненько. это была Кларинда по Динро статусу. Куда? В эту дырочку? В эту. Спайдермены. А тут везде так перемещаться или это только в Кристен Тиай особых местах? говорит, да кубики вообще откисают быстро. Ну, как сказать. Как сказать. Даниэль Шеймарденауф говорит, у Клоры сильнейший электро-ДПС. 知識は Сергей Электро? Чернов говорит, печально, конечно, что я больше не смогу входить в мир, по крайней мере пока. Ты добавь Говорит, Кирару, какие если что, в следующий Спайдермены раз. во всем сумерах. Понял. Зайрин Эш говорит, Так, я здесь ничего не делаю, да? Это надо дендрон напитывать. Или бить вот эти штуки надо? 手伝って。いや Нет. Катока говорит, дайте совет, стоит ли мне в следующей обнове крутить шилонин или выбить какого-то ДД. Мне дали какой-то этого... Сергей Чернов говорит, у меня 50 ранг. Зайрин Эш говорит, О, я сот. использовать. Пошел Эн говорит, доброго времени суток. Здравствуйте, у тебя такой ник, и ты Кристен такой Тиай говорит, вежливый. меня пока Кирару Как-то не добавила. сходится. О, Кирару, Зайрин Эш осуждаю. говорит, ой, пшушушуф. Кирару, как ты могла? Я бы не потерпел. Я, конечно, не пострекал, но я бы не потерпел. Капец, мы спайдермены. Эндрюс говорит, Шилонин – лучший чистый саппорт игры, если чё, вот и думай, бить или нет. Бить или не бить? Натали Фелови говорит, Шилонин очень полезно для Акка, но если ДД нет совсем, то лучше ДД. А кто там будет? Шалонен, а кто еще? Пошел он, говорит, хах, впервые слышу это от кого-то. Ну, ты так вежливо поздоровался, но хотя у тебя ник такой не очень хороший. Поэтому я и сказал. 紅に染まって散りなさい。 Зайрин Эш говорит, Ронь on the flower loud him spouting will smiling face. Ой, with смотрите, мы orange щас sparkling Эша забаним. heart cold. Face waving him smiling face with open him Чё face думаешь? opening face with Эндрюс, smiling Мика, что face думаете, with будем screaming банить face его heart или не rate. будем? Хартуинкинг, все лордли краем к фачин ради Я думаю, фачин, надо информацион забанить, question mark потому face что with Ронь так Кайс нельзя gaming поступать. face with sweat. Уэлима говорит приветик. Приветик. Даня говорит норм отряд. Камин Крит урон, сила атаки, восстановление. Это же топ! 100 часов. Крит урон, шанс крит попадания, Натали восстановление Фелови силы говорит, В атаки. первой части Варесса и Цапля, во второй Шилонин и Венти. Классно Кристен же. Тиай говорит Шилонин, Цапля, Венти и новая Вариса. Пошел он говорит, если не секретик, как тебя зовут. А меня зовут Макс. Азизо говорит привет. Привет. Эндрюс говорит, хранитель облаков будет, так что если хочешь, чтобы Чари от атак в падении, то бей. Даня говорит норм отряд. Камин Барбара, Фурина и Розария, у меня 40 ранг, играю 100 часов. 40 Зайринаш урон, говорит, 100 часов, лучше не прикольно, надо, у меня молодец. только один аккаунт, я просто перенес ник. Уэлима говорит, можно к тебе зайти или все занято. Ой-ой-ой, то-то не Эндрюс это не говорит, Эшу все. предупреждение, Вассель Расмут. Кстати, а на ютубчике можно мутить?
Видали, спайдерменю быстрее, чем задроты. Получается, я спайдермен из Эндрюс спайдерменов? говорит одновременно. Прикольно. Пошел, он Спасибо за говорит, подписку. приятно познакомиться. Меня Луна. Луна? Кристен Тиай Серьезно? говорит, да, можно. Если это так, то это Пиздобол очень говорит классно. красавец. Ой, осуждаю. Не пиши, Азизу пожалуйста, с таким говорит, ником в напомни, чат. какой ранг. 55-й только что Пиздобол апнули. говорит, извините за ник. Не пиши, просто смотри стрим. Шатука Не Катука надо, говорит, серьезно. решил им крутить, что ли. У Эльма Как это говорит, быстро? можешь посмотреть аккаунт подруги. Я не разбираюсь, я новичок в Генши. Несмотря на мой ранг, я не шарю. Что происходит, да? Мы набираем. Почему вы бьете? Вы бьете мне бить? Ну давайте, чуть-чуть. Разочек. ХП, шанс крит попадания, сила атаки... Дания Шимарденауф ну, говорит, я норм. не уверен, будет ли каменный Такое тип, среднее, если да? противник будет замороженный из-за гидра от Фурины и Крио от Розарии. Смотрите, Мне у меня как кажется, он будто бы уже заместо много. тайны Давайте будет делать пойдем, разбит. пособираем цветочки. Зайринэш говорит, меня смущает ник чела 12. в ТикТоке. Я Кирору понимаю. говорит, Дендра и Электро бьют, ты тут не нужен. Еще будем собирать или нет? Еплай говорит, их сначала Дендра активировать и потом Электро можно быть, чтобы ускорять процесс. Скажите, 14 хватит или нам нужно еще собирать? Как быть? Как Ой, тут все Кирору поменялось, все говорит, синее ну стало. по-хорошему еще собрать. Окей. Еплай говорит, еще нужно. Нойзи Факс говорит, ну тебе до 60-70 хватит. Не, Кристен ну надо Тиай больше говорит, же. так посмотри по возвышениям, там пишут же. Да? Подожди. Пошел он говорит, собирай, потом легче будет. Я понимаю. Эндрюс Ну просто говорит, тратить на ну, это смогу. 20 левелов хватит. Блин, Ю реально говорит, стрим до придется 90 переименовывать. ЛВЛ, где-то 40 надо. А, я не могу переименовывать. Ё-моё. 40 надо? Я забыл, сколько у меня. Зайринэш говорит, я снова начал искать всяких новичков, мне уже попадались странные. Возвысить. У Дермир меня говорит, 14. привет, Теннер. Ё-моё. Привет. Я, получается, вот сейчас я полезный, да? И мне стреляет только заряженными атаками. Хотя как будто бы мы стали дольше бить. Или кто-то не дошел, я не понимаю, что происходит. В итоге я своей Чори весь Сергей дамаг Чернов наносил. говорит, Теннер, если Дамир, тебе спасибо. нужен неплохой саппорт, то крути Шиланин, тем более у тебя ее сигналит. Мне Шелонин не нравится, Кристен как Тиай персонаж. говорит, научите Тенру смотреть самостоятельно, а не считайте за него. Там, где крутки собираешь, там же и написано, сколько нужно. Сейчас. Пошел Эн говорит, Как? Динро персом надо. Так, дендры? О, ну чат. Все, давайте на этом завершим. Самое главное, что я могу... Ой, секунду. Я могу теперь входить в любого человека, и это хорошо. Мастерство стихий, это же на хиду. Сила атаки, защита. ХП. Ну, такое, да? Ладно. В любом случае, давайте цветочки быстро соберем. Я чуть-чуть на хиду прокачаю, и мы пойдем. Нойзи Факс говорит, за цветами пойдем. Да-да-да, быстренько. Такси. Ты возвысить. Где вы сказали смотреть? Я не понял. Области сбора. Вот туда пойдем. Получается. Кристен Тиай говорит, не, выйди. Вышел. Кирару говорит, у Кирару решил потырить. Тебе повезло, что у меня нахида прокачанная уже. Да, в Еплай смысле? говорит, нахиду, тогда бери цветы собирать. В смысле, а другой Зайринэш нельзя? говорит, ко мне не нужно мой мир, это лишь одиночество. Нахиду. Ну, давай. Не понимаю. Кристен Тиай говорит, там, где крутки ты собираешь, звездочка сверху. Сейчас. О, вот это? На горе? Кристен Тиай говорит в персонаже. Так, ладно, я потом посмотрю.
Блин, а как находить? А, вон они на склоне. Кирору говорит, они на обрыве все цветочки. Все понял. А, вот еще. Кристен всё собрали. говорит, Ешка зажал и все собрал. Ну, это надо видеть их все же. Ты же не можешь просто поводить по пустоте. Они же должны быть в прямом контакте с глазами. Пошел, нет? он говорит, на начальном экране перса возле звездочек есть стрелочки вверх, на это нажимаешь и там выбираешь уровень. Сейчас посмотрю. Так, область сбора я вижу. Кстати, прикольная локация. Котейки. А где... А вот. Они, короче, на склонах растут. Окей, это чуть упрощает задачу. Давайте-то вот отсюда мы просто соберем. Хотя, блин, тут... А нет, все нормально, нормально. Вот отсюда. Интересно, дотянется или нет? Далась? Нет. Пими говорит. Хорош. Это Сумеру? Пими говорит, это чей мир? Это Кирару. Мы вошли всей компашкой в Кирару. В теории я могу прокачать уже, нет? Что это такое? Споры плесневика. Покупается за звездную пыль. Давайте купим. Зайрен Мне Эш миллион говорит, денег. душный Сумеру. Вот, я могу возвысить ее. Пими Поехали. говорит, а чё она не зачищена? Фачери драпиес. А она сказала, что у нее все вкачано. Что она там VIP. Звездную пыль. А, поменялись ресурсы. Кирору говорит, потому что Кирару лень. Ага. Ленивая получается. Так, сколько здесь осталось? 4, много. Давайте заново я тогда телепортируюсь, потому что я все пропустил. И вон те Нека 4 это говорит, сверху привет. как раз было. Привет. На Талифелове говорит, еще сделали инструмент план развития. Удобно пользоваться. Показывает в начале списка нужные ресурсы, данжи, боссов. Ой, тихо, не лагай. Это Пими прикольно, надо говорит, будет Кирару посмотреть. столько круток не получила, значит. Пими говорит, ай-яй, наклонная черта влево и краткая. Что Кирару там? говорит, вот 6 цветочков. Кирару говорит, та. Сейчас. Нека говорит, у меня уже через 2 Пришел, дня увидел, другие. победил. Ой, скоро будем поздравлять тебя, значит. Сюда есть телепорт? Сюда нет телепорта. Долго туда бежать? Пошел, он говорит, я твой личный топ-тапер, face with open hand. Спасибо. Тебя Луна зовут, я правильно понимаю? Спасибо за подписку. Ой, я не туда бегу. Неловко вышло. Теперь туда. Все, Пошел, он говорит, да. все. Тогда можно я тебя буду так называть, говорит, потому что у я тебя ник не случайно очень одну хороший. территорию Манштата на 93% зачистила. Случайно? У меня Манштат на 100% Кирару защищен. говорит, Когда болел, благодаря тебе у зачистил меня его. теперь столько друзей. Ну классно же. Теперь ты не одинок. Здесь такая музыка с Пошел, он индийским говорит, мотивом. как можно. Спасибо. Кристен Тиай говорит Кирару вис Не индекс очень люблю фингер Том Крауса и этот Глайд Скин индийский мотив. Сколько там пацанов? Крауса и Глайд Скин Танхинтвис индекс фингер Том 55 Крауса и ранг. Глайд Скин Тон. Только-только апнули. Кит и воздух говорит, какой ранг. Только вот апнули Катока 55-й. говорит именно случайно. Что со мной произошло? Нека говорит он Ахида. Да. И чё ты здесь скачешь? А, вижу. На Талифелове ещё? говорит большой цветочек, нужно дендра ударить, и он выкинет перемешалки. Иди-ка Эндрюс говорит, Сумеру вдохновлен сюда. Индией, Персией, Древним Египтом. Вон оно как. А где еще? А вот еще. Нека говорит, значит, мне- я уже с тобой играть не смогу. А почему? А, да. Тебе надо качаться. Мне индийские мотивы, если честно, не очень нравятся. Ну, Кристен именно сама Тиай говорит, музыка. а откуда зеленые крылышки? А я не помню, их выдавали бесплатно, кажется. Я не уверен. Пошел, он говорит, Живи. если не секретик, в каком городе живешь. В Алматы.
Так. Еще внизу. О, вижу, вижу, Кристен вижу, Тиай вижу, говорит, вижу. точно, я тупень. Подумала, что это за репутацию. Эндрюс нет. говорит, как по мне флейта Бансури звучит божественно. Ну, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Так, где еще? А, вон вижу. 手をつなぎましょう Все. Нека говорит, я тоже в Алматы. У нас тут много таких. Что это такое? Какой-то барьер там. Что произошло с Кирару? Пошел, Что за он часики? говорит, у меня появился конкурент по топам. Катока говорит, я чё, одна из Москвы. Нет, у нас Эндрюс из Москвы. Но он на ютубчике сидит, правда. И про ТикТок я не знаю. Нека говорит, нашествие на хит. Так, я вот так покручусь, собрать все подряд. Дани Ярши Марденаов говорит, я с А, Уральска. а. Так, покручу. О, я Пошел, перский он залутал. говорит, я одна из Гродно. Может быть. Катока говорит, Я Нека, не уверен. на хит много не бывает. Хит Кристен много не Тиай бывает. говорит, я с Питера Мунфейс. Ю говорит, Анна я Мика у вообще нас- не из РФ. Кирару говорит тут. Нет, Сергей а какая Чернов разница? говорит, я с Нет, мы же Москвы. с Казахстана. У нас с России, Казахстана, Украины много людей, которые просто живут за границей, заходят, поэтому вообще не Эндрюс важно, где вы говорит, строго находитесь. говоря, я из Подмосковья, а не с МСК. А есть разница? Я не знаю. Я не знаю, я никогда не был там. Так, если есть разница, извините. Там просто у нас, допустим, пригород Алматы, то, ну, это не так далеко. Ю говорит, про Беларусь не сказал. Беларусь. Простите, пожалуйста, Беларусь еще. У нас есть из Беларуси люди. У Ю нас говорит, а мы вообще-то Лойка тоже тут. с Беларуси. Простите, пожалуйста. Так, мы прокачали Нахиду. Пошел, он говорит, я из Беларуси, Вот Краинг это. Фейс. Вот. Сеша говорит, здравия путешественник, кому Простите, нужны услуги пожалуйста. качера. Ой, не знаю. Так, ладно, все, это окей. Я выхожу. Мы сегодня почитаем. Чат, мы сегодня почитаем. Вот еще Нека одна говорит, а круточка. я в последнее время не играю в Геншин. Почему? Ксеша говорит, здравия путешественник, кому нужны услуги качера. Мне не нужны. Что такое? Сила атаки, крит, урон, Пошел, защита. он Так говорит, мало? обижаешь белорусов. Неправда, люблю картошечку. Не, на самом деле у нас в Беларуси много хороших людей. Поэтому вообще никаких Кристен нету. Тиай говорит, вот там же, где крутку только что забрал, там и считать ресы. А, да? Там, где Хута крутку говорит, забрал? приветики. Привет. А, вот, реально видно же, да. У-у-у-у. Зайрин Всё уж говорит, просто звездочка, оказалось. информация строго зашифрована, звездочка. Приветики, Хутау. Все. Кирару, спасибо, что позволила нам всем дружно в тебя войти. Япи, спасибо, и Фолкс, спасибо. Я ухожу. Я от вас ухожу, потому что мне надо. Куда я ухожу? Где? F2. Покинуть отряд. Спасибо. Нам надо хоть чуть-чуть почитать лор. У нас осталось полчаса, но мы на часик, думаю, ну, точнее, на полчасика На продлим. Трифилове говорит Тенра, почитай описание зеленых крыльев. Кирару говорит, Щас. это ужасно звучит. Уэллима говорит, мне надо отойти. Давай. Блин, у меня же запечатанная смола еще есть. Ладно. Давай. Ю говорит, окрутки будут. Будут. Нойзи Факс говорит, вот так Кирару, вошел и ушел, поматросил и бросил. Иди-ка сюда. Сбейте летающего плесенника. Плесенника. Я такое не помню, но, видимо, я это сделал. Удивительная азотфиксация. В ходе данного испытания против дендрогипостазиса одновременно переведите три восстанавливающих ядра в состояние оживления. Ну, видимо, это они сделали, я тут ни при чем. И что у нас тут еще?
Пришел, увидел, победил в одиночку. И победил в одиночку. Соберите 50 местных диковинок в мире другого игрока. О, у меня прогресс 100% здесь. Встреча в другом мире 1. Сюда. Так, встреча в другом мире 4. А зелье из других миров. Одолейте Дендры гипостасиса в совместном режиме. Прикольно, столько достижений. Именная карта. Прикольно. Ой, вот это, кстати, неплохая. Песень ветра, как раз Манштадт. Мы же Манштадт любим. Но вот здесь с анимацией, а вот здесь без анимации. А, нет, с анимацией. Давайте что-нибудь выберем. Что-нибудь нейтральное. Почему я такие выбираю? Потому что я хочу, чтобы нормально видно было текст. Потому что, вот, допустим, вот эта плашка Чиори, я же люблю очень Чиори, но вот это все сливается, поэтому вот. Выбил меня? Нет, тебя не выбил. Если честно, я не планирую тебя выбивать. Без обид. Нойзи Факс говорит самый лучший Ой, с котенком нет. за тетр. Изменить... Ой, какой изменить ник? Именная карта. Нет, нет, не хочу. Она Катока всё говорит сливается. Натали Фелове спасибочки. Вот. Хута говорит Что? жаль. Зайрин Эш говорит куда? Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Давайте крутанем. У нас есть вот такие вещи. Мы вот эти можем крутануть. Холодное лезвие. Пошел Эн говорит фух, я перегнала. У вас там батл, лайк батл. Меч драконьей крови. Ну что, короче, я хочу, я выключу чат, чтобы вы ничего не видели. Кирар, спасибо, чтобы я ничего не слышал, точнее. Я не могу копить, по крайней мере сейчас. Уже осталось 8 дней до Фурины. Она мне нужна в отряд. И она, в принципе, мне нравится. Поэтому я буду крутить ее так. У меня 30 откручено, вот я делаю еще крутку. Отстаньте. Металлическая тень. Что-то фиолетовое. Меч колокол. Нравится. Нойзи Факс говорит давай еще 150 круток, шоп наверняка. Холодное лезвие. А все? А не все. Зайрин Эш говорит, я сначала думал, иди сюда, я тебя побью, вот что я подумал в первую очередь. А вот Назар теперь все. Уайти говорит Кэшбек. Кэшбек, да. Кэшбек, все. Холодное лезвие. Вот теперь все. Все. Я спокоен. Немножко разочарован. Так, что мы делаем? Я вас включаю. Я нажимаю архив. Мы открываем книги. Я нажимаю здесь вот сюда, а вот здесь вот сюда. И у нас все преображается. Вот. Я ваши лайки сбросил. Простите, пожалуйста, я ваши лайки сбросил. Ладно. Я не виноват. Ну, по-другому никак. Ладно, давайте читать то, что у нас есть. У нас есть полностью собрано и то, что мы еще не прочитали. То, что мы не прочитали. Вот, записки благородного рыцаря. Внезапно. Всего 2 тома. Ну что, начнем. Записки благородного рыцаря. Том 1. Отшельник. Каменный лес в заоблачном пределе. Кстати. Луна, прости, пожалуйста. Все. Я чатик, пока я буду читать тома. Я, может быть, после тома, либо после прочтенной книги буду перерываться на вас. Но пока читать буду, я не буду. Вот. Луна, прости, пожалуйста. Да, на самом деле сейчас будет скучно, уныло, поэтому вы можете смело заканчивать стримчик. Потому что с 1,5 часа стрима мы сделали очень много активностей, очень интересных активностей. Посмотрели новые локации, побывали в Кирару, апнули 55-й ранг, 8 уровень мира. И все вот это. Кстати, мы почему-то не возвышали 8 уровень мира, он автоматически стал. Ну все, удачи, я пойду. Давай. Фоксик, пока. Спасибо за подписку. Ну что, записки благородного рыцаря, том 1, отшельник.
Каменный лес в заоблачном пределе, что к северу от Лиюэ, круглый год укрыт густыми туманами, и среди сборщиков целебных трав ходит много удивительных слухов и легенд об адептах. Однажды жил на свете один аптекарь по имени Цаньгу, и он пришел в заоблачный предел, чтобы исследовать распространение местных лекарственных трав. Однако он и не предполагал, что группа разбойников последовала по его пятам. Однажды ночью, когда Цаньгу ослабил бдительность, разбойники оглушили его и забрали деньги, а самого Цаньгу связали и бросили в ущелье. Тогда ночная тьма спустилась на землю. Аптекарь пришел в себя. Он рвался из пут, не щадя сил, и громко звал на помощь, но горы заоблачного предела оставались глухи к его мольбам, и ответом ему было лишь эхо, что терялось в горном лесу и волновало ночных птиц. На беду Цаньгу некому было помочь. На самом деле, у меня чувство, что это мы читали. Некому было ему помочь. Из груди его вырывался скорбный вздох. Внезапно под уханье филина и свист ветра в горах озвучал мощный неведомый голос. «Вставай!» Да, мы это читали, а почему у нас второй том не дочитан, не понимаю. «Я не могу!» — в слезах крикнул аптекарь, спугнув рыскавшую неподалеку лисицу. Но когда он рванулся из пут, собрав последние силы, то обнаружил, что веревки его уже не держат. Аптекарь встал, но стоило ему подняться, как голос заговорил вновь, не дав тому даже произнести ни слова благодарности. «Взойди!» Цаньгу поднялся на вершину и по извилистой горной дороге. И к тому времени небо на юго-востоке уже посветлело. На вершине он увидел растущую над утесом сухую и скрюченную сосну. На ней связанные висели те самые разбойники, и веревка под ними предательски трещала. На другой стороне утеса сидел седовласый старец. Увидев несчастного Цаньгу, он расхохотался, а потом вернул ему все то, что забрали разбойники. Увидев непонимание на лице Цаньгу, старец представился детем гор, чей дом везде, куда он ступает, чья постель земля. Так, можно вот так вот сделаю. Где он отходит ко сну. Цаньгу настойчивых просьб Цаньгу... Что? Подождите. Цаньгу рассыпался перед ним в благодарностях, но старец лишь усмехнулся. После настойчивых просьб Цаньгу старец, наконец, принял от него лишь одну монету моры, и с тем, чтобы в качестве свадебного подарка преподнести ее дочери Цаньгу, когда та выйдет замуж. Нет худа без добра. После того ограбления бизнес аптекаря потихоньку процветал, и аптека становилась все более популярной, и Цаньгу стал самым богатым и известным человеком Лиюэ. Некоторые говорят, что после того, как Цаньгу разбогател, он отправился в заоблачный предел, чтобы найти одного человека. Да, нашел лишь пару заброшенных палаток и пустую бутылку из-под вина. Кто-то рассказывал, что видел этого старца, одетого как горняк, на отмели Яогуан, и он быстро и легко взбирался по крутому обрыву. Другие утверждают, что на самом деле он рыболов, путешествующий по морю на большой лодке и спасающий терпящих бедствия людей. Слухов много, и они разнятся, но никто на самом деле не знает имени старца. К сожалению, сейчас Цаньгу уже стар и слаб здоровьем, а его любимая дочь Цаньци так и не вышла замуж. Возможно, однажды тот старец все-таки придет на ее свадьбу, но когда это случится и увидит ли это Цаньгу, неизвестно. Том 2.
Властелин камня не всегда правил землями Лiyue. В далекой древности множество архонтов ходило по земле. На землях, что зовутся долиной Гуйли, в те времена цвели глазурные лилии. Долина Гуйли была отравлена хаосом войны, и те, кто прежде жил там, покинули долину. Процветание и бурное развитие порта Лiyue же привело многих из тех, кто мог бы осесть в долине, но даже сейчас множество легенд о благородных рыцарях бытуют в этих местах. В рассказах и байках странствующих торговцев и носильщиков говорится, что по ночам в долине появляется загадочный силуэт. Это женщина, одетая в длинное платье цвета индиго, и шагает она вниз по мелководью реки Бишуй. Сияние луны серебристым контуром очерчивает лицо, а ночной ветер подхватывает ее слова и уносит вверх к сверкающим бессонным звездам, рассыпавшимся по ночному небу. Как говорят гости постоялого двора Ваншу, только те путники, кто летней ночью потерялся среди светлячков, могут увидеть ее. Только те, что среди мерцающих огней учуяли в ночном воздухе тонкое благоухание глазурных линий, смогут найти ее следы. Кто думает, что она заблудившийся божественный зверь, кто-то думает, что она заблудившийся божественный зверь, а кто-то считает, что это одинокая душа, осиротевшая после смерти ее архонта, нежно и скорбно зовущая его в темноте. Некоторые считают, что она просто благородный герой из тех, что скрываются от человечества и хранят в секрете свои имена. Неизвестно, с чего началась история об этой женщине, но закончилась она рассказом одного охотника. В отличие от многих странствующих торговцев, он видел ее одной беспощадной лунной ночью. Тогда женщина, обнажив клинок, сошлась в битве с несколькими жуткими тенями. Тогда ее изящный и смертоносный танец был окончен. Женщина исчезла, и лишь горстка окровавленной пыли осталась на том месте, где она была. На следующий день любознательные горожане обнаружили на берегу реки трупы мелилитов и землеров. После того случая, несмотря на то, что Департамент по делам граждан несколько раз отправил людей на поиски, никто и никогда больше не видел силуэт той женщины у реки. Возможно, тот ночной танец с клинком был неким убийством из мести, а может, эта женщина сама была зверепым грабителем, а может, для этого действия не нужны были ни причины, ни предлоги. В конце концов, на то они и благородные герои, чтобы вынимать клинки из ножен по лишь известным им одним причинам. Но как огни Лiyue постепенно захватывают мелкие пригородные деревеньки, так и удивительные легенды постепенно отмирают. Говорят, на берегу той реки никогда не бродила женщина, до сих пор цветут. Некогда бродила женщина, до сих пор цветут глазурные лилии. Вот. Это мы закончили. Что происходит в чатике? Я просто поставлю на фон и буду кушать. Приятного аппетита. Плюс вайп. Надеюсь, извините, что это. Он читает мои лайки. Считает. А может и не считает. Ну вот, тебя забулил ТикТок. Осуждаю. Я человечек, привет. Про мадам Пин. Так, теперь жемчужная нить. Здесь 5 томов. Том 1. Акт 1. О рыбе и воде. Амплуа Шен. Фан Цен. Ой, сейчас эти имена. Амплуа Дань. Цзин Синь. Амплуа комика. Матушка Чан. Я не смогу отыгрывать это. Сцена 1. Входит Цин Синь
На ней синяя куртка. Речитатив. Цинсинь. Прилив отражает далекие горы, и легкий бриз ласкает бирюзовые рифы. Проза. Цинсин, я рыбачка Цинсин, с малых лет росла на причале, и ныне мне 16 лет. Цинсин. Старыми стали мои родители, а поэтому мне ничего не оставалось, кроме как взять весло в руки да выйти в море, чтобы зарабатывать на жизнь ловлей рыбы. Дунтан медленно и тихо душевно. Цинсинь. Дунтан медленно, тихо и душевно. Рыбы вольготного развеялись по воде и взмахивают хвостами. За них я получу деньги семье на питание, а потому сейчас забрасываю в воду сеть. Дутан, я не очень понимаю. Это реально? Это первая сцена. Давайте я вот это читать не буду, потому что это прям какая-то проза. Ну реально проза. Ну то есть это какая-то сценка. Давайте кошачью канцелярию прочитаем лучше. Господи, тут 8 томов. Кошачья канцелярия. Фух, ладно, погнали. Том 1. Одним самым обычным днем Перу широко зевнул, потер руками глаза и вдруг увидел золотое приглашение, которое преспокойно лежало прямо в клумбе. Золотой конверт сиял на солнце, а слова господину Перу притягивали взгляд сильнее моры, рассыпанной по земле. Глаза Перу сами собой округлились. Он был самым обычным привратником, что открывал двери господам и дамам, которые приходили с визитом к его хозяину. Впервые в жизни кто-то поставил перед именем Перу слово «господин». Кто оставил здесь это приглашение? И так ловко, что Перу ничего не заметил. Перу моргнул раз, потом еще раз, не смея поверить, что приглашение перед ним не мираж и не игра света. И, наконец, он открыл конверт. Выражаем глубочайшую признательность за угощение, которое вы для нас приготовили. Ждем вашего визита. С наилучшими пожеланиями, кошачья канцелярия. Кривые буквы, казалось, были написаны самой грубой кистью и плохо сочетались с дорогим позолоченным конвертом. Кошачья канцелярия? Неужели и такая канцелярия есть на свете? И может ли быть, что на самом деле открыли кошки? Что ее на самом деле открыли кошки? Да, Перу часто подкармливал уличных кошек объедками. Стоило ему позвать «кс-кс-кс», и кошки радостно окружили его со всех сторон. Но если в его руках не было еды, кошки смотрели настороженно, хотя Перу был с их старым знакомым. С этими мыслями Перу перевернул листок. Возможно, вы не знаете, где находится наша канцелярия. После 12-го поворота северного ветра следуйте по тропинке из рыбьей чешуи. Вы увидите несколько экипажей. Серьезно? Что несколько экипажей, выставленных в ряд. Когда колокол пробьет 10 раз, в ряду останется только один экипаж. Нырните в тень под ним. Ждмяу вашего визита. Кто-то записывает время и место встречи. Это какой-то нелепый фокус. Наверное, кто-то решил над ним подшутить. Но смешные ошибки в словах и пристальное внимание к рыбьей чешуе явно напоминали о кошках. Если бы кошки в самом деле умели писать, если бы у них могла быть своя канцелярия. Секунду.
Северный ветер, рыбья чешуя, экипажи. Вот оно что. Если подойти отсюда на юг и миновать 12 перекрестков, окажешься на месте, где днем стоит рыбий прилавок, а каждый вечер в 10 часов останавливаются повозки мусорщиков. Они вывозят весь скопившийся мусор за город, а назад повозки возвращаются в полночь, скрипя своими колесами. Да, это же кошачий шифр, иначе и быть не может. И только Перу, который знает кошек так же хорошо, как знает этот город, а город знает так же хорошо, как знает кошек, способен понять этот шифр. Сердце Перу забилось быстрее. Это тайна, известная ему одному. Скорее бы закончилась моя смена, ведь я сегодня отправляюсь на встречу, назначенную кошками. Я бы тоже сходил. Так, предрыбье, так, «Войну мир», начать читать, да. Том 2. Вот и вы, пожалуйста, садитесь. Кошки были очень рады. Да, отыскать вашу канцелярию было совсем непросто. Тем вечером Перу рыскал по улицам, следуя инструкциям в приглашении. Оказалось, одна мусорная повозка со сломанным колесом всегда остается на месте, когда другие уезжают на свалку. Под сломанной повозку Перу без труда обнаружил темный ход. Не черный ход, темный ход, в дальнем конце которого мерцали отсветы и слышались голоса. Вниз вела винтовая лестница. Там и находилась секретная кошачья канцелярия. Такова природа всех бездомных. Такова природа всех бездомных. Войдите в наше положение. Так сказал кот с прищуренными золотыми глазами и полосками, как у тигра. Говорил он весьма смиренно, однако хвост был выгнут гордой дугой. Перу сразу его узнал. Он часто подкармливал этого полосатого кота, который обожал лениво развалиться на хозяйском окне и томно помахивать с хвостом. А вот остальные кошки были у Перу незнакомы. Полосатый кот поспешил представить своих друзей. Он оказался боссом кошачьей канцелярии. Слева от него сидел боец, кот с татуировкой на всю лапу. Черепаховая кошка сперва была... Что? Редкая умница? Черепаховая кошка сперва была редкая умница, не всем понимаю. Может, я неправильно читаю, из-за этого контекст не понимаю. Оказалось, это она написала приглашение для Перу, а кисть она взяла из кошачьих усов, взяв у каждого товарища по одному усу, обмакнула кисть в чернила, и дело было сделано. Очень, очень жертвенно. А это хвост. Он немного страшный и облезлый, но не стоит его недооценивать. Они вчетвером и составляли кошачью канцелярию, которая помогала кошкам со всего города разрешать их кошачьи трудности. Так, можно вот так вот, хоп. «И какие трудности помогала решать кошачья канцелярия?» — с любопытством спросил Перу. Полосатый кот махнул хвостом влево, и слово взял боец с татуированной лапой. Я тут самый сильный, так? Меня еще прозвали Рукавом. Один большой босс, который любит вхрапнуть, дал мне поручение. А я все выполнил, ясно? Убийца, короче. Этот самый босс содержит шикарнейший отель. Можно я пересяду? Что-то я уже поплыл немножко. Так, ясно. Этот самый босс содержит шикарнейший отель, не хуже, чем у людей. В день открытия туда заселились огромная толпа гостей. У котов есть свой отель. Перу едва удержался от того, чтобы достать свой блокнот и начать записывать. Перу случалось только проходить мимо большого отеля, и он всегда с восхищением заглядывал внутрь. Ощущения были похожи на те, что испытываешь в детстве, когда тебе дают леденец, и ты не можешь устоять
устоять перед соблазном лизнуть его. Но понимаешь, этот самый босс так громко храпел, что гости не смогли уснуть. Дела в отеле покатились под гору. А потом в отеле и вовсе завелись мыши, которые принялись грызть вещи гостей. Понимаешь? Но вот тут босс наконец-то приказал, на что он способен. И с тех пор, услышав храп босса, гости только умиляются. Хороший котик. Но видишь ли, изначально в отеле не было мышей. Это я поймал их среди ночи и запустил туда, а потом снова поймал. Усек. Том 3. Кот с татуированной... Вот так вот сделаем. Кот с татуированной лапой закончил свой рассказ, и полосатый кот махнул хвостом вправо. Черепаховая кошка грациозно выступила вперед и склонилась в изящном поклоне. Как говорится, среди кошек тоже есть лодыри мяу. Один ленивый кот, что живет за городскими воротами, прислал нам поручение. Он просил нас придумать способ ловить мышей, не прикладывая к этому никаких усилий. Следуя моим инструкциям, наш любитель полодорничать сменил вывеску над своим жилищем. Теперь вместо надписи «Кошачий домик» появилось место для отдыха мышей. Мяу. С тех пор, каждый раз, когда мыши прибывают в наш город, они слышат приятный голос. Милые мыши, дайте отдых своим усталым лапкам. Смажьте их специальным лосьоном. Милые мышки, отдохните как следует. Снимите зажимы... Что? Снимите зажимы в теле. У нас есть соль для растирания. Мяу. Без палева. Мяу, окей, это уже отдельно. И вот мыши натирают свои шкурки солью, мажутся маслом. Это хитро. И выстраиваются в очередь к чану с горячей водой, над которой висит вывеска «Купание». А оттуда они попадают прямиком в пасть к нашему лентяю. Мяу. Перу не удержался и захохотал в голос. «Какая же ты умница!» Черепаховая кошка изящно поклонилась и вернулась на свое место. Снова словно настоящая благородная дама. Выходит, теперь мой черед говорить. Что? Заикавшийся спросил Хвост. Ваш покорный слуга подпалил себе шкуру, когда пытался согреться у костра. Где? Так странно, что я уснул. Я немножко поплыл. Так, где я остановился? Так странно. Я уснул, и мне было так тепло, и приснилось, как котенком я спал под боком у мамы. Вот так я спал, и вдруг шкура моя загорелась. Спасибо боссу, не побрезговал вашим покорным слугой. Теперь я брожу по городской канализации, доставляю сообщения, собираю информацию, выполняю поручения, и все в таком духе. Грязи я не боюсь. А ни на что другое я больше и не годен. Полосатый кот откашлялся, хвост трусливо улыбнулся и хитро вернулся на свое место. Ну вот, теперь господин Перу знает, чем живет наша кошачья канцелярия. Мы обратились к вам с приглашением, потому что столкнулись с затруднением, в решении которого нам понадобилась ваша помощь. Том 4. Моя помощь? Перу снова вытаращил глаза. Полосатый кот серьезно кивнул. Мало того, что без вашей помощи у нас ничего не выйдет. У господина, которому вы служите, есть длинношерстная кошка, верно? Да, белоснежная породистая кошка с длинной шерстью. Перу узнал, что хозяин дорожит этой кошкой словно сокровищем. Кошка косилась на людей своим темно-зелеными, как у древней принцессы, глазами и вылизывала шерсть от макушки до хвоста персиково-розовым языком, точно цепляя, что чистит перышки
перышки в воде. Хозяин брал любимую кошку с собой за стол и в спальню и на деловые встречи. Я собираюсь на ней жениться. Это говорит кот. Я думал, это хозяин кошки сказал. Это сказал кот, расслабим булки. Так, я собираюсь на ней жениться. Дело это уже решенное. Жениться? Что? Жениться? Перу стал запинаться совсем как хворост. Хворост, все. Кот Хворост. Я его читал как хвост. Хворост, но как вы будете жить? Длинношерстная кошка к бродячей жизни не привыкла. Об этом не беспокойтесь. После свадьбы мы переберемся в одно святилище в далекой стране. Я слышал, в том святилище кошкам поклоняются словно богам. Нам не придется заботиться о пропитании. Но ничего не выйдет. Хозяин ни за что ее не отпустит. Растерянно пробормотал Перу. Именно поэтому, господин Пера, мы и обратились к вам за помощью. Полосатый кот запрыгнул на шкаф и сверкнул оттуда золотыми глазами. Но я никакой не господин, я просто привратник. Привратник же? Привратник. Всплеснул руками Перу. Наверное, Перу все-таки. Если хозяин узнает, что я украл его кошку, я точно потеряю работу, и меня потащат в суд. Нет, вы неправильно поняли, господин Перу. Полосатый кот загадочно улыбнулся, и его длинные усы дрогнули, словно подчеркивая улыбку. Мы никогда бы не обратились к вам с просьбой о краже, господин Перу. Кошки – волшебные создания, и у нас есть свои средства. Сказав так, полосатый кот вдруг свистнул. В ту же секунду рукав словно по волшебству достал откуда-то сапоги, а черепаховая кошка маску. Это волшебные кошачьи сапоги и чудесная кошачья маска. Вуаля! Примерьте их. Перу ничего не оставалось, как примерить сапоги и маску. Но что это? Сапоги оказались совсем маленькими, но ногам Перу в них было очень мягко и удобно. И ступал Перу теперь так легко, точно шел на цыпочках. Надев маску, Перу попытался что-то сказать, но вместо своего голоса услышал только какой-то протяженный вой. «Кошачья магия в действии», — радостно пояснил полосатый кот. «В сапогах и маске господина Перу не узнает ни одна живая душа. Теперь ступайте домой и хорошенько выспитесь. А через 3 дня следуйте нашим инструкциям. Доставьте белую кошку в кошачью канцелярию. Через 3 дня. Не забудьте». Том 5. Так, я кайфую, это зря, это ты тоже зря. Святилище в Инадзуме по мировому квесту его увидишь. Там где кошки, там где вы мне говорили, на Нижнем острове, окей. Помню, понял, принял. Так, том 5. Пришло новое приглашение. На этот раз оно было адресовано хозяину. «Господин барон, я давно наслышана о благородной кошке из вашего дома. У меня тоже есть породистый заграничный кот. Очень надеюсь, что наши питомцы смогут породниться. Вы окажете мне большую честь, если почтите своим присутствием мое скромное жилище, и мы обсудим подробности при нашей личной встрече. В назначенное время я пришлю за вами и вашей кошкой карету, леди фон Фрига». Перу помог черепаховой кошке исправить все ошибки в письме, и кошки приступили к работе. Многие кошки, некогда прибегавшие к услугам кошачьей канцелярии, пожелали помочь. Они принесли белый шелк, рыбные консервы и истекающие сроком годности бутылки с вином. Срок годности у вина, понял. Консервы, все. Рыбные консервы с истекающим сроком годности, бутылки с вином, чтобы украсть канцелярию и для проведения свадебного торжества. Какой-нибудь ночной прохожий наверняка до смерти бы напугался, увидев в темном закоулке столько кошек.
Сломанную повозку... Кстати, по поводу сломанной повозки я могу найти это место. По идее, оно же описано самим Пьеру достаточно точно. Могу ли я потом найти это место? Было бы круто. Я потом проверю. А сломанную повозку незаметно починили и украсили. Словно карету из сказки. Карета была застелена мягкими и пушистыми ковриками, украшена ветряными колокольчиками, которые так любят кошки, и всю дорогу к дому барона колокольчики мелодично звенели. «Прошу вас, господин барон». Склонившись в поклоне, обратился к своему хозяину Перу, игравший роль кучера леди фон Фрига. На Перу была волшебная маска. Но он все равно беспокоился, что допустит оплошность, и хозяин обо всем догадается. К счастью, его хозяин смотрел только на роскошные убранства кареты. Бросив кучеру набитый морой мешочек, он сказал: «Вот тебе небольшой подарок». По пути перед каретой то и дело пробегали кошки. «Дорогу, пожалуйста», — шептал Перу в чудесной маске. Он очень боялся, что опоздает. «Извините, но мы тоже спешим», — отвечали кошки. «Мы опаздываем на свадьбу». Наконец кошки исчезли с дороги, и карета остановилась у кошачьей канцелярии. Какой ценный шелк! Весь зал убран шелком, восхищался барон. Запеканка с... Что? Запеканка с ветчиной, простите, и овощами. Отличный вкус. Повар у них настоящий знаток своего дела. А сколько здесь кошек, я в восторге. Леди фон Фрига, добрейшая душа. Очевидно, она без ума от своего породистого заграничного кота, совсем как я от моей белой кошечки. Барон захлебывался похвалами. «Выпейте еще бокал в честь такого замечательного события. До дна, до дна!» — уговаривала барона черепаховая кошка, подняв свой бокал. «Да, еще бокал». Хозяин Перу был в превосходном настроении и успел так опьянеть, что даже не удивился при виде говорящей кошки. Том 6. Заиграли арфы, и в зал вошла длинношерстная кошка в роскошном одеянии. «Ах ты, проказница!» — улизнула куда-то. «Едва успели мы выйти из кареты. Вот она что! Ты убежала лоск наводить». Барон упрекал свою любимицу, но смотрел на нее с нескрываемой гордостью. Белый шелковый шлейф, накрывавший спину длинношерстой кошки, был расшит цветками сесилии, цветом подобным белому снегу в лучах заката. Кошки дружно начали аплодировать. «Какая красавица!» — невольно вздохнул Перу, отложив нож и вилку. Кошки потянули за шнурки и с шорохом отодвинули гардины. Полосатый кот в галстуке бабочки и цилиндре Блин, я бы на это посмотрел. Моя фантазия сейчас это представляет, это так круто, я бы посмотрел такую кат-сцену. С аккуратно подстриженными усами и мехом на ушах бравой походкой вышел встречать свою невесту. Кот с татуированным рукавом проворно скинул с плеча мешок и достал оттуда подарки для новобрачных. Там были разноцветные клубки, тряпичные мыши-пищалки, тугие мячики в форме птичек и еще загодя купленные билеты в кошачье святилище, что находится в далекой стране Инадзуми, напомню. «Стойте!» Холодный суровый голос раздался откуда-то сверху и прервал кошачье веселье. Протрезвевший барон поднялся на нетвердые ноги и сказал, указывая на жениха: «Не тот ли это бездомный котяра, что любит понежиться на наших окна? Я тебя знаю, вечно заглядываешь к нам в дом, замышляешь недоброе».
замышляет недоброе. Ну, кысочка, иди сюда. В приглашении говорилось про породистого заграничного кота. И вообще, где леди фон Фрига? И эти игрушки, они ведь из нашего дома. Когда вы успели их похитить? А шелк, вино и угощения тоже краденые? Папа, прошу вас, не сердитесь. Ластясь к хозяину, проговорила белая кошка. Да, папа, я позабочусь о ней. Небрежно бросился к барону полосатый кот. Услышав, как коты называют его папой, барон не на шутку рассердился. «Закрой свою грязную пасть! Как смеет какой-то уличный бродяга безродословный просить лапы моей породистой длинношерстной кошки! И ты, подлец, называешь себя кучером леди фон Фрига? Ты ведь в сговоре с бездомными разбойниками, верно? Сейчас я посмотрю, что у тебя там под маской». Хозяин подскочил к Перу, чтобы сорвать с него маску. Перу показалось, что из его тела разом выкачали всю кровь. Ее будто высосал мощный магнит. «Бегите скорее!» — кричали голоса в ушах. Сердце... «Бегите скорее!» — кричали голоса в ушах. Сердце стучало в груди, будто барабан. Но ноги Перу онемели и не могли сделать ни шага. «Конец! Мне конец!» Перу в отчаянии зажмурился, но краем глаза успел увидеть, как кто-то шевелится у него... Что? Как что-то шевелится у его щек. Ой, на щеках Перу выросли белые кошачьи усы. Все понял. Перу шевельнулся остреньким Перу шевельнул остренькими проворными ушками, спина его изогнулась, изо рта вырвалось протяженное мяу, и Перу молнией шмыгнул под стол, пока его не успел поймать хозяин. Том 7. «Бегите, бегите!» Перу был подобен ветру в черном плаще. «Бегите, бегите!» По винтовой лестнице Перу мчался наверх, к выходу из кошачьей канцелярии. Куда подевались волшебные кошачьи сапоги? Перу не знал. Он стал кошкой навсегда? Серьезно? Перу не знал, но видел только, что бежит так же быстро и проворно, как кошка. И мир вокруг он видел снизу, как видят кошки. И куда подевалась чудесная маска? Постепенно Перу все понял. Сапоги и маска срослись с ним и стали его частью, и Перу превратился в кота. А вместо белых перчаток, в которых Перу... Сейчас у меня там кот шалит. Секундочку. Дурак. Так, что происходит? Где остановился? Беги, Перу бежит. Кто это? Бегите, бегите! Кто это говорит? Перу оглянулся и увидел, что рядом с ним бежит полосатый кот в галстуке бабочки, а за ним длинношерстная кошка с белым шелковым шлейфом. «Бегите скорее, господин Перу! Прошу вас, отвезите нас на карете в порт!» Серьезно, у них любовь. Кошачья любовь. В оставшемся позади банкетном зале кошки прыгали и скакали, срывали гардины и занавески, опрокидывали блюда и бутылки со стола, пытаясь задержать барона. «Красавица моя, вернись!» Но никто не обращал внимания на зов барона. Раз дело приняло такой оборот, Перу оставалось одно — доставить молодоженов в порт. Больше он ни о чем не думал. Да и потом, в крошечной кошачьей головке может уместиться только одна важная мысль за раз. Кап, 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 с неба полился дождь, сверкнула молния. Кромешную тьму вдруг озаряли только редкие вспышки молний в их белом свете.
В их белом свете было видно маленькую дверцу, которая оставалась открытой, и рядом никого, ни одного стражника. Наверное, все попрятались от дождя. На озере, воды которого закручивалась в бесчисленные водовороты, была пришвартована лодка. Издалека ее можно было принять за тень от моста, но Перу, превратившись в кота, обладал удивительно острым зрением и сразу ее заметил. Полосатый кот закинул на спину мешок со свадебными подарками от рукава. Взял под лапку длинношерстую кошку, выпрыгнул из кареты, и в следующий миг молодожены уже сидели в лодке. Все благодаря господину Перу. Полосатый кот поклонился. Мало кому он оказывал такое почтение. Скорее в путь, пока хозяин не догнал нас. В путь к кошачьему святилищу, в путь, живите счастливо. Взволнованный тем, что тайком помог свершиться великому делу, Перу чувствовал слезы на глазах, хотя он до сих пор не понимал, как будет жить в облике кошки. Том 8. Проснувшись от яркого солнечного света, Перу открыл глаза и невольно протер их кулаком. Его ноги и руки были на месте, а кошачьи лапы исчезли. Что случилось вчера вечером? Перу напрягал память, чтобы, пытаясь вспомнить, в облике черно-белого кота. Перу развернул повозку, и лошади, цокая копытами, промчали его назад. Часы еще не пробили 12, пока остальные повозки не вернулись. Перу, подобно самому обычному коту, скочил с кузова и вернулся домой, стараясь, чтобы никто его не заметил. А теперь... Ох, нет, солнце уже так высоко. Перу давно должен был быть на работе. Перу соскочил с кровати, одеваясь в форму, и снова стал привратником Перу. Парадные двери в особняк хозяина были заперты. На двери висела табличка «Гостей не принимаем». Потеряв свою кошку, хозяин заболел от тоски. Какая же она была красавица! Мне она тоже сразу полюбилась. Нечего удивляться, что воры положили на нее глаз. Бедняжка, едва ли кто-то будет заботиться о ней так же, как наш хозяин. Так перешептывались друг с другом слуги барона. Похоже, сегодня барон обойдется без привратника. Перу получил долгожданный выходной, но на сердце у него было тревожно. И куда он отправился? В кошачью канцелярию? Тем вечером и в следующие вечера Перу снова и снова возвращался к повозкам мусорщиков. Осматривал землю в их тени, но нигде больше не было ни черного провала, ни даже дыры в земле. Сапоги и маска тоже исчезли, как будто никакой кошачьей магии вовсе не было. А Перу никогда не встречал говорящих кошек. Возможно, после отъезда босса кошачья канцелярия была закрыта. Хозяин проболел 3 месяца, а одним летним днем вдруг быстро пошел на поправку. Слуги услышали, как хозяин в спальне напевает веселую и песенку, которую... Не понял. В спальне напевает веселую и песенку... Не совсем понимаю. Как будто приложение составлено неправильно. Слуги услышали, как хозяин в спальне напевает веселую и песенку, которую молодые люди так поют на танцах, приглашая девушек в круг. Не надо. Перу, подойди сюда. Хозяин поманил его к себе. Меня в круг хотят? Перу хотят в круг поставить? Сердце Перу опять захолотилось. Неужели мой костюм порядком поизносился? Выброси его и закажи мне новый, и чтобы фасон был помоднее, мирно проговорил хозяин. Да, Перу с облегчением вышел за дверь, держа в охапке старый костюм барона. Но ведь наш хозяин такой старомодный и консервативный, недоумевал Перу и другие слуги.
Из кармана старых брюк барона выпал листок бумаги. После бегства полосатого кота остальные кошки решили написать барону письмо, якобы от лица длинношерстой любимицы, о том, что с ней все благополучно. «Папа, у меня все хорошо. Прилагаю к письму немного сгущенной... Что? Сушеной рыбы и вяленой мышатины. Прими мой скромный дар. Да, леди фон Фрига на самом деле существует, и она питает к тебе чувства. Папа, тебе тоже стоит кого-то себе подыскать». На этом история закончилась. Очень прикольно. Мне очень понравилась эта история. Я на самом деле ее прям пережил. Это потрясающая книга. Просто кайф. Теперь я хочу проверить, есть ли это место. Так, такая ностальгия, кошачья канцелярия. Тут могут быть опечатки, понял. Перу заметил. Та-та-та-та-та. Кошачка, неужели? Перу сузил. Кыс-кыс-кыс. Где находится кошка? После 12-го поворота северного ветра следующий та-та-та-та-та. Так, если пойти отсюда на юг и миновать 12 перекрестков, окажется на месте, где днем стоит рыбный прилавок. Это же Лиюэ, да? 12 перекрестков, там столько нету. Рыбный прилавок. Мы ищем, короче, рыбный прилавок. Где есть рыбный прилавок в Лиюэ? Я очень надеюсь, что это место существует. Он был дворецким барона. 12 перекресток? В порту прям? Около алхимии. Вот здесь, значит. Давайте посмотрим. Рыбный прилавок. Так, у тебя что? У тебя не рыба. Козочь тихая. Так, у тебя камни. Это бабка. Пацаны, я ищу... Тут такая история была, вы не поверите. Серьезно. Тут такая дичь произошла. Тону. Около кораблей, за репутацией. Все. Что сказал? Чего надо? Я на задании милитов. Пожалуйста, говори потише. И прошу тебя, не произноси не произноси звук «ц». Что ты делаешь? Дурак. Говорит, не произноси «ц». Тут же «ц». Говори тише, иначе он нас услышит. Ах, ну спасибо. Теперь я стал громко говорить. Я Мелилит. Моя задача охранять банк. Я уже давно наблюдаю за тем парнем, который ходит кругами около входа. Проблема в том, что он ничего не делает, не забирает деньги из банка и не относит их в банк, просто ходит туда, просто приходит сюда и торчит перед входом целый день. Нужно выяснить, что же он замышляет. Поэтому я должен следить за ним как ястреб. Вдруг он подаст сигнал похитителям сокровищ или что-то в этом роде. Я не понимаю. Что ты не понимаешь? Зачем он тут стоит целый день? У меня хватит терпения следить за ним хоть сутки напролет. Но вот мой мочевой пузырь не может так долго терпеть. Ну почему? Ну почему же он просто не уйдет? Бедолага. Ох, я вот-вот не выдержу. Хочешь, я посмотрю за тебя? Был бы у меня невилет, я бы сейчас его струей облил. Он был бы мокрый, типа это... Мог бы описаться, и никто бы даже усом не вильнул. А кто у банка? Где банк? Банк же вообще не здесь. Ладно. Так, извините, вам надо вернуть лейаут, да, сейчас. Вот так вот сделаем, вот это и вот это. Вот. Рыбная лавка около алхимии. Так, около кораблей за репутацией. У воды. Синюю подушку ставишь. Все убрал. Рыбная лавка. Косыч! Я ищу братанов твоих. Рыбная лавка! Блин, давайте утром придем. Может быть, надо утром прийти.
Может, там что-нибудь скажет? Может, тут есть человек какой-нибудь скажет: блин, ко мне кошки приходили, говорили: брат, нужна рыба на свадьбу. О! Сиюй. Привет. Что я могу для тебя сделать? Эх, ты отвлекла меня и опять сбилась со счета. Что считаешь? А что ты делаешь? Я думала купить немного рыбы. После посещения палатки старинный Гао меня не покидает мысль, что у Суня рыба не только дешевле, но и гораздо свежее. Это идеальная возможность пополнить запасы рыбы для моего мужа. Вот только боюсь, что мне самой всю эту рыбу не донести. Если бы здоровяк Ван был здесь. Я могу помочь. Кто такой здоровяк? Какой еще здоровяк? Ну, ты знаешь здоровяка Вана. Он славится нечеловеческой силой. С его помощью я бы с легкостью дотащила домой сколько угодно рыбы. Он всегда ко мне хорошо относился. Когда я была маленькой, делился разными вкусностями и даже научил простой арифметике. Видать, плохо. Он был мне как старший брат. Но почему-то ему совсем не нравится мой муж. Здоровяк всегда на него как-то странно смотрит. Эх, если бы сделать так, чтобы они подружились. Ты что там удумала? Ох, еще один уважаемый покупатель. Не желаете ли приобрести немного рыбы? Я гарантирую, что вся рыба свежая, просто свежайшая. Чем свежая рыба отличается от свежайшей? Я продаю только свежайшую рыбу. Ты можешь подумать, что свежая рыба и свежайшая рыба – это почти одно и то же, но на самом деле разница между ними просто огромная. Кроме того, мои цены ниже, чем в палатке напротив. Я гарантирую это. Палатка напротив? Видишь ли, Раньше у нас обоих были высокие цены, но я все равно продавал больше, потому что моя рыба свежайшая. Но потом старина Гао позавидовал моим продажам и стал тоже занижать цены. Между нами развязалась настоящая ценовая война. Так работает конкуренция, это правильно. Чтобы у всех был доступ к рыбе по разумной цене, я тоже решил немного снизить свои цены. Эх, не знаю, как долго это сможет продолжаться. Сейчас я могу рассчитывать только на поддержку постоянных покупателей. Понял. А мы можем купить у тебя рыбу? Купить. Свежайшую рыбу. Это не просто так. Выбирай любую, не промахнешься. Давайте купим. О, я теперь буду знать, где закупать ингредиенты. Кстати, креветок у меня много вроде. Да? Ой, у меня их 300. Ладно. Так. Чатик Твича, походу, уже отвалился. А, похоже, да. Сейчас я сделаю. Простите, пожалуйста. Я не понимаю, что происходит. Вот. Чатик Твича, отзовись. Книжка, думаю, про... Ой, какие единицы. О, тут дурачок залетал, я даже не видел. Заблокировать. Тенра, привет, рад тебя видеть. Здравствуй, Векси, а я тебя не помню. Про мастера озвучки спасибо большое. Во что играешь? Это Genshin Impact. Вы стали стримить на Твиче? Я всегда стримил Twitch, YouTube и TikTok. Я стримлю на 3 платформы. Вообще на 4, но можете смотреть меня где угодно. Во! Так, у нас здесь все хорошо. А книжка, думаю, про Мон. Всяко бароны, это из древнего Манштата. Да, и саму книжку в театре собрал. А в Монте нет вроде. Так, смотрите, мы пришли... М. Ой, какой М? Сейчас надо посмотреть. Ба-ба-ба-ба-ба. Архив. Книжки. Как мне понравилась эта книжка, прям невозможно. Это самая топовая книжка из того, что мы читали до этого. Кошачья канцелярия. Причем я ее так долго собирал. Тут сколько? 8 томов. Первый господин.
Так, вот оно, если пройти отсюда на юг, 12 перекрестков, конечно, на месте. Где днем стоит рыбный прилавок. Каждый вечер в 10 часов останавливаются повозки мусорничников. Они возят весь скопившийся мусор за город. А назад повозки возвращаются в полночь. Так, с 10 до полуночи. Давайте попробуем. Ой, ва-ва-ва. Вот. Чек Твича. Твич жив. OnlyFans отвалился, блин. Это плохо. Блин, это было бы так классно. Ну ладно. Я так понимаю, это все. Но у нас, по крайней мере, мы нашли рыбную лавку. Вот здесь все это и происходило, чат. Жалко, никто не может про это подтвердить. Ну вот котик есть. Я так понимаю, это вот этот полосатый кот? А, нет, полосатый кот уехал. Нам нужен кот с татуировкой. В долг стрим. Нет, это все, это такой стрим специальный. Но я проверил на всякий. Плохо. Девчонки, вы не слышали тут про котиков ничего? Ой, как вкусно у меня дом пахнет сейчас. Это хорошо. Это меня радует. Блин, я походу уже все, ни с кем не поговорю. У вас нет тут кошечек? Ищу киску. Здесь добрый вечер. Луна, здравствуй. Еще раз. Давайте еще одну книгу прочитаем, и все, я заканчиваю стрим, потому что у меня очень вкусно пахнет дома едой. Книги. Что у нас еще есть из непрочитанного? Так, давайте я его сверну. Мы нажмем вот сюда, мы нажмем вот сюда. Жемчужная нить есть. Сколько здесь? Ой, тут много. Тем более, кстати, мы уже одну книжку прочитали. Давайте ниже чуть-чуть. Что-нибудь коротенькое прочитаем, потому что я уже не смогу. Вот коротенькое. Да, немного. Слухи горы Линмен. В Инзуме, посмотри, там будет много котика и собачек. Мы только что прочитали потрясающую книгу, там было 8 томов, про котиков, которые поженились и сбежали в Инадзуму. И жить мы, я надеюсь, мы их там найдем в Инадзуме. Прочитай путеводитель Поли ИВ. Не-не, вот это. Видите, если я не приготовлю, то у меня вкусно не будет пахнуть. У меня тоже, но вот сейчас вкусно пахнет. Так, по легенде среди... Том 1. Слухи горы Линмен. Том 1. По легенде среди гор Галины Чаньюй, там, где растут лилии и нефритовые лотосы, в утренней или вечерней туманной мгле изредка возникают едва уловимые тени прошлого. По словам деревенских старейшин, жители гор Линмен прежде верили во множество божеств и духов и лесных фей, разумных зверей и птиц. Но из-за войны тысячи лет назад, перевернувшей небо и землю, многие сверхъестественные существа исчезли. Тем не менее, горы сохранили в артериях земли отголоски своих воспоминаний. Поэтому тени время от времени появляются на рассвете или в ночи, окутанные туманной дымкой. Иногда травники и мастера по нефриту, уйдя глубоко в горы, сбиваются с пути в густом тумане и случайно встречаются с этими одинокими призраками. По словам деревенских старейшин, встречи с древними блуждающими душами часто предвещают беду, а густой туман и нескончаемый дождь окутывают горы от того, что переполненные артерии Земли приносят в современный мир сожаления и печали древних людей. Поэтому местные жители всегда укрываются от дождя и тумана, тем самым спасая себя от скорбных пут прошлого. И все время властелин камня
Что? И все время, когда Властелин Камня завершил свое великое дело по умиротворению суши и моря, картографы из Лиюэ грубо вторглись на земли дождей и потревожили воспоминания о прошлом. Но это уже совсем другая история. Окей, том 2. Когда Властелин Камня только усмирил горные леса, один лодочник заплыл в сплетение горных ручьев у подножия горы Линмен и заблудился в вечном тумане, проводя правая лодку бамбуковым... Что? Правя лодку бамбуковым шестом, он поплыл мимо водорослей, что светились фиолетовым и голубым мимо подернутых дымкой деревьев и осыпающимися цветами, и, следуя за изумрудными птицами, которых он никогда прежде не видел, проник в пещеру сна. В флуоресцентном свечении нефрита и в тусклом сиянии грибов лодочник будто сквозь сон увидел силуэты древних людей. Они были одеты в старинные длинные одежды из легкой ткани, окаймленными чистыми, подобными блеском воды, нефритом и неведомыми ароматами трав, и своим обликом напоминали горных божеств. Они стояли в ряд на берегу пруда и пели песню, которую лодочник никогда прежде не слышал. Обида моя далеко таится в угасающем свете дня. Ветер презрений приносит дождь, туман застилает глаза. Владыка в печали... Иди сюда. Владыка в печали доживает свой век, ропща на вечный временный бег. Увы, ты пришел слишком поздно. Песнь была тиха и печальна, словно пропитанный древней тоской. Лодочник еще раз всмотрелся в призрачные силуэты в пещере. Один за другим они стали снимать с себя нефритовые украшения и бросать их в черную воду, будто не подозревая о присутствии гостя. Лодочник все яснее ощущая скорбь. Там котик, как мило. Да, он скребет дверь, этот засранец. Все яственнее ощущал скорбь и тоску, поспешно направив лодку назад и оставляя по пути метки, вернулся в деревню Циоин. Говорили, будто павильон лунного моря отправил картографов на поиски таинственного поселения, которого не было на карте. Также поговаривали, будто отряд мелилитов углубился в горы, чтобы разузнать о возможных незаконных притонах. Но все эти попытки не увенчались успехом. Лань Цинь, известный врач из порта Илун, в молодости отправился к горе Линмен, чтобы отыскать легендарную таинственную пещеру и добыть древние рецепты, но, вернувшись домой, ни словом не обмолвился о своем путешествии. Только после его смерти семья нашла среди принадлежавших ему вещей тушечницу. Тушечницу? Так, мне нужна помощь чата. Тушечницу. Что такое тушечница? Принадлежавших ему вещей тушечницу, прозрачную, словно чистые воды, и сияющую, словно небо. Это, скорее всего, накидка какая-то, да? Позже потомок известного врача разорился из-за неумелого управления торговым судном, и тушечница оказалась в чужих руках. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Том 3.
В долине Чэньюй издавна пели песни о известной повелительнице духов, неизвестной повелительнице духов из прошлого, скрывающейся в древней горной обители. Говорят, она носила платье из застывшейся яшмовой крови. Яшмовой. Не знаю кто. Пользовалась давно разрушенной серебристой колесницей и спала под темными водами бездонного пруда. В незапамятные времена она была хозяйкой долины Чэньюй, властвовала над живущими в горах птицами, зверями и адептами, управляла приливами и отливами реки Бишуй и была судьей, что поддерживало природное равновесие между смертными и животным миром. Но это очень давнее предание, и хотя в сказаниях коренных народов и переселенцев говорится о том, как она из-за своих заблуждений развязала войну и в итоге была повержена, запечатлела и погружена в безмолвный сон, никаких исторических подробностей не сохранилось. Единственным доказательством, подтверждающим подлинность истории, может послужить скорбная песня, известная коренным жителям долины Чэньюй. «Хотел цветок тебе подарить, кто бросил его на отмель речной, где прежде знамя, что реяло гордо. Колесница затеряна в темном бамбуковой роще. Печален вой Сюаньвэня, темные глубины пруда, владеют его помыслами. Помнят ли горные потомки горного народа о своем потерянном божестве? Продолжают ли чтить ее? Все самые яркие истории стерла из памяти времени. Лишь в песнях смутно проступают их контуры, как проступают контуры нефрита под водой горных потоков. Возможно, сбившийся с пути лодочник не обманул. Среди бурных ручьев и бездонных омутов до сих пор слышен стук древнего сердца и пульсирующего эха. Простите. Вот, все. На этом все. Стримчик шел почти 3 часа. У меня болит горло, я хочу жрать, я просто уже захлебываюсь, потому что дома пахнет едой, поэтому на этом мы и завершим. Тушечница, чернильный камень, инструмент, используемый в дальневосточной каллиграфии. Серьезно? В живописи для смешивания туши чернил с водой. Понял. Тушечница. Для туши, ё-моё, это логично. Тушечница, чтобы смешивать туши. Окей. Лена Грик. Привет, Энра. Привет. Попробуй прочитать любимую книжку на белорусском тебе. Любую книжку. Не-не-не. У нас Лойка из Беларуси, она иногда поет, она в хоре, отправляет песни. Оно звучит классно, красиво, очень красиво. Но я не думаю, что я смогу повторить. Вот. Несмотря на то, что белорусский, по крайней мере, мне на слух очень похож на украинский, белорусский я намного хуже воспринимаю. Украинский я хотя бы понимаю. Так, вот. Молодец, Б, спасибо большое. Ох, ё-моё, отдыхай. Я очень дико сразу извиняюсь за то, что я запыхался, запинался, но ничего не могу с собой поделать. Я стараюсь. Не могу вслух читать, все плывет. На самом деле сегодня было попроще. В любом случае, второй стримчик за сегодня заканчивается. Всем большое спасибо, кто провел, кто помогал мне на этом стриме, кто подписался, дарил подарки и тапал лайки. И самое главное, огромное спасибо, что провели это время со мной. Эти 3 часа стрима, где мы делали активности, где мы читали книжки
где мы... Потрясающая история про кошек, прям супер, я ее прям пережил, у меня фантазия прям кипела, я все это представлял, супер книга была, мне понравилось. Ну, в любом случае, спасибо всем, вот, и как всегда, на прощание, все, всем спасибо, всем пока. Украинский и белорусский одно и то же, вообще неправда. Все, всем спасибо, всем пока. Ютубчик, Twitch и Трова. Вам отдельно пока-пока.